Так, всем привет, ребята. Сейчас поделюсь видео. А почему Ситимобил? Да ё-моё. Чтобы быстрее ее увидеть. Реклама какая-то. Выскочил. Так, сделал. Видимо, поделился. Вчера ночь просил Майнкрафт, да? Я добавил Майнкрафт. Но в кавычках. Всем привет еще раз. Повторюсь. Вроде звук работает, все нормально. Должно все отлично быть. Музыка в игре работает. Вот эта фигня мне не нравится. Она вот, когда это нажимаешь, загорается, а там нет. Как бы ее удалить-то, а? Как ее удалить-то, а? Фиг ее знает. Как ее удалять? Надо будет почитать. В этом. Почитать надо. Так. Все. Подожди-ка. Сейчас, секунду, ребят. Я забыл. Болталку скинуть. Обещал. Вот, все я выполнил. Надеюсь, можно, наверное. Все, пойдем дальше Майнкрафтом работать. Так, даю полезную информацию. Я второго персонажа создал. Тот уже прокачан, считай, там много опыта. Вот на втором персонаже делаю опыта. Там качается. Блин, а что так дергается-то? Непонятно. О, вторую барышню создал. Вот. Другой расы. Саш, я тебе сделал там комнату стрим. Спасибо, спасибо, Влад, спасибо. То есть смотри, если что там есть вверху. Да. Ну я пока что здесь, что я в шахте, перейду потом. Ну я там болталку можно кидать, да, если я стрим включаю, туда раз кинул, ребята. Да, конечно. И заодно, чтобы всех не окрикивать, чтобы они видели, что, мол, стрим у дяди Саши начался. Конечно, все правильно. Я тоже... А то вчера кто-то зашел, чего-то сказал, а сегодня уже говорят, дядя Саша, этого не надо делать. Я ладно, буду, узнаем все, сделаем. Когда делаешь стрим,
знаешь, как пиши? Через собачку, получается. Собачка, потом у нас есть роль такая, разнорабочий. И твой стрим увидят именно все наши соклановцы. Не знаю, я это потом научу, без стрима-то. Ну, да, да, ладно, потом научу. Так, ладно, пошел разговаривать по поводу военных действий. Ты, подожди, ты обтесалку какого-нибудь, мне надо здесь, чтобы тесать-то какого-то человека ставить, может кто-то может обтесывать эти? Я попробовал, короче, но я сейчас поставил, короче, качать его, он у меня до 60 дойдет, но через двое суток. Надо минимум 90, сразу тебе. Может, Минимум написать. 90, да? А это сколько, вот смотри, до 60 я сейчас... У меня горная, там прокачалось 60. Теперь качается обтесывание до 60, да? Через двое суток оно будет готово. А я могу потом еще обтесывание дальше поставить? Да. Если у тебя горное дело 60, первый навык 60, то следующий ты можешь до 90. И поставишь. Окей. Ну и вот как раз. А сколько потом будет с 60 до 90 прокачиваться? Ой, долго, там, наверное, ну если это второй навык, то это, наверное, недельку. Неделю, да? Ну я так Да. и думал. Там удваивается вроде бы, если стоит Да, сейчас... там смотри, если третий, следующий идет, там третий, четвертый и дальше, типа, ну, третий, четвертый, там вообще они там, ну я качался, короче, месяца 3, так, примерно. Мгм. До 90-го, чтобы все у меня были 90-е. Нет, наверное, меньше. До 90 меньше, наверное. Не, именно все 4 навыка до 90. И вот я второго видел, у меня персонажа ребята приняли. Я купил на 10 тысяч вот этих вот, у меня было там. Я купил билет и второго персонажа сюда притащил. О, у тебя второй и... персонаж, скажи никнейм его, чтобы это, в А я там населения. скидывал, ребята принимали, то есть полезных, там должна не удалиться. Смотри, они мне сказали, ее лучше Саш, качать. один персонаж, допишешь потом еще. В перепись населения добавь еще одного. Ладно, добавлю. Смотри, лечение, короче, говорят, на лечение и травничество, говорят, вот это вот делай, и будет нормально ее. Ну, как мне... Хочешь травника второго сделать, да? Да. Они сказали, говорят, этого нам желательно нужно. Вот, то есть... Вот. Ну, я так и вот и буду второго качать, то есть собирать, или потом, ну, в основном травничество и лекарь, и его на алхимию прогоню, может быть. Посмотрим. Там решим. Но у него здесь сделано, короче, еще в крайняк можно охоту, то есть вот животноводство прокачать будет, наверное. Если хватит мне скинов. Вот, посмотрим. Не хватит, сразу тебе говорю, потому что там, если ты один персонаж, в идеале он, ну, берет одни навыки, короче. Один персонаж, а один этот. Одну вот эту строку, да? Профессию, да, одну профессию. Понял. Ну, тогда, может, насобирают мои зрители мне денежку на билетик, ему. Я тогда еще билетик куплю, и третьего персонажа уже... Типа, они, там, Это, например, короче, здесь надо сколько персонажей? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 7 персонажей надо, чтобы все профессии у тебя были, да? в идеале, да. Понятно. Это вот в идеале, то есть 7 персонажей. Это... А сколько стоит? Билет 10 тысяч стоит. А 10 тысяч золотых это сколько стоит? Ну, где-то 290, почти 300 рублей. Угу. Можно отвлечь? На секундочку. Да. Адос, по поводу сайта. Скажи мне, как туда заходить, что за сайт? Где? Сейчас пойдем разберемся. Идите, Саша, ладно, Влад, потом зайдешь, поболтаем. Хорошо, давай. Давай. Опять утащили. Так, где он комнату создал? Сейчас найдем. Где-то, говорит, там создал комнату. Тренировка.
Наверное, нужно перезагрузить, чтобы комнату увидеть. Я что-то пока что не вижу комнату. А, вон она, точно, вон она, нашел. Ё-моё. Все, теперь стрим есть. О, даже флут комнату создали. Молодцы. Так. Вроде все. Все, надо работать. Надо работать. А то дядя Саша лодыри гоняет. Пойду качать. Подожди, вот магазин, правильно? Магазин. Билет стоит 10 тысяч. Правильно? Набыл. 10 тысяч. Билет набыл. Дайте это. И он отвезет вас на землю. Возможно. Внимание, вы можете создать до 30 персонажей на регион. Перенос персонаж на остальные был. На острове новичка не может быть передан или утерян после смерти. Что-то непонятно. На один билет один персонаж, я так понял, да? То есть там в начальной я могу сколько хочешь им играть, да? Получается, наверное. Ну, чтобы его сюда переправить, его надо билет купить. Я так понял. Или я неправильно понял? Так. Божья милость. Так. А так монеты. Где у них тут монеты-то купить? Вот, наверное, Божья монета. Вот. А, нет, это не то. А, вот она. Вот она. Плюс нажимаешь. Короче, вот, 359 рублей. Ага. А мне надо еще 5. Да? На 359 получаем 1700. Тысяч 700. Это выгоднее вот покупать по 21 тысячи. 2 раза по 21 тысячи. Лучше, конечно, сразу вот 2000 надо. Короче, 57 тысяч купить. Вот. 57 тысяч. И я еще 5 персонажей смогу. Вот, 250 тысяч монет стоит 7500. 120 тысяч. Здесь. Да, это много. Ну вот. Вот еще 4 можно. Вот 700 рублей. Может, акция будет, а? 700 рублей надо набрать. О. 700 рублей. Это 2 еще персонажа смогу.
что-то качать. Ладно. Будем знать. Это, короче, 1400. Так, сэкономлю. Может, акция скоро будет, а? Товарищи разработчик, если вы меня будете смотреть, сделайте на монеты акцию, а? Хотя бы, ну, по 100 рублей за место 360 можно было бы пяточек купить, а? Сделайте акцию, а? На монеты. Это билетиков мне надо купить. Вот, будет. Это сколько? Ну, короче, 1400. Хотя бы персонажа еще 4 создать. И было бы вообще просто идеально. Но 2 еще надо. 2. Подожди. Лесника. А это что у нас? Обжиг. Ковка. Нет, этого можно. Вот, у меня, если логически, горняк есть, да? Горняку что надо? Чтобы кто-то... Это кузнец, получается, да? Оружейное дело. Ковка доспеха. Ковка. Нет. Что-то не то. Сельское хозяйство, домохозяйство, кулинар. Вот, пошив одежды, это бы я хотел профессию иметь. Вот. Это я следующего точно буду делать. Вот, если у меня этот будет собиратель, правильно? Это мы, наверное, снизим, мне кажется. Да, нулевой. Кожа мне не нужна. Посмотрим, ладно, потом. Вот горняк, и этот у меня, считай, травник будет, да? Горняк, вот. Вот горняк я прокачаю весь горняк, но если хватит весь. Ювелирку можно делать, крафтить и продавать. Вот горняка надо и прокачать. Он будет того. Да, я профессии хочу иметь все в этой игре. Нет, ты понимаешь, как бы Манта. Вот в Архидж я себе задачу поставил, то есть построить фирму, да? Вот, я долго к этому шел, но я ее построил, свою ферму, да? Вот. А здесь тоже хочу какую-то идею себе придумать, чтобы мне интереснее в эту игру было играть. Вот. То есть и продумать, до чего мне дойти, когда можно ее бросить будет. Вот. Ну, заходить там на час, на полтора, может, что помогать гильдии, вот, заказы какие-то крафтить или что-то еще там. Вот. Я же вечно в ней не буду сидеть, правильно? Ну, чтобы времени зазря не терять, то есть за день можно походить, я думаю, 3-4 персонажа по опыту покачать. Вот, то есть в шахте, например, вот, или что-то повозить, вот, у него опыт будет идти, и все. Потому что здесь как? Вот сейчас доходит до 500, я, считай, впустую, вот. Теряю только время. Ну, вот такое. Вот как вот это вот удалить, я вот не пойму, а?
Вот эти вот нижние. Я попробовал, хотел создать себе еще одну эту. Но, блин, как ее удалить? Она мне сейчас мешает. Почему-то она включается, когда я тап нажимаю. А как ее убрать? Же должно же быть какая-то. Блин, куда ж сыпать-то, зараза, а? Там дорога где-то есть. А, она туда сыпется. Раскопают потом. Ну, F10, да, вот F10. Ну, а как ее убрать-то, вот эту вот? Чтобы удалить. Я вот этого не пойму. Вот F10, а вот убрать-то какую клавишу нажать? Она появляется, блин, ну, может быть ее вот так вот, и вот так вот она удалится? И вот она появляется опять, ё-моё. Как она удаляется? F10, ё-моё. Дебильная. Как ее запихнуть обратно, чтобы... И вот вторая, видите, передвинулась. Ну. Может ее как-то туда затаскивать? За Shift. Да нифига, вот Shift жму. Держу Shift. А, во. Нашел, ура! Нашел! Нашел. Теперь их надо... А, во. Нашел. Нашел как. Вот дядя Саша. Фу, слава богу. Спасибо тебе. Спасибо тебе, добрый человек. А я мучаюсь, блин. Теперь... О, все, не появляется. Спасибо. О, кого-то изгнали из наших рядов. О, кого-то прогнали. Трех приняли, одного выгнали. Ну, это нормально так будет. Трех приняли, одного выгнали. Так, вопрос был, зачем мне еще персонажа? Ну, чтобы было, чтобы играть интереснее было. То есть захотел за лесника не только сидеть на шахте, например, горной и там травничество, да. Интереснее, что было. Я мог и поработать лесником, мог поработать, то есть там, например, кузнецом или что-то еще. То есть, ну, чтобы, если в гильдии каких-то нету профессий, почему бы и нет?
То есть, или есть, но человек, может быть, не может зайти там 2-3 дня, то есть, а нужно, может быть и так. А так будет у меня, то есть, игра интересная, то есть, полезная. Ну, то есть, такое. Вот для чего и хочу, покачать. Это я люблю качать. Вот я люблю качать. Это мое любимое занятие. Потому что в Архейдж у меня вообще 8 персонажей. Вот. И всеми я занимался и всех качал. Что мне нужно и то, что прокачивал. Вот. А так, зачем? Все равно польза какая-то будет, наверное. Нет, это просто задумки. Но надо еще парочку сделать, надо еще будет. Это там получается 700 рублей надо. Вот надо 700 рублей сэкономить. Ну, купить. Да, и еще 2 сделать. Я просто, если у меня есть гордяк, значит логически другого надо к нему, чтобы был кузнец, наверное. Вот, потому что или переплавлять что-то, вот, или там кузнец. Посмотрим. Короче, посмотрим. Пока что не знаю. Строителя надо сделать, это обязательно. Вот я стройку люблю, то есть строителя надо обязательно сделать. Ну вот. То есть, вот считай. Еще строитель. Ой, какой-то пришел. Одетый, обутый. О. Преступник какой-то пришел. На коне. С мечом. Преступник какой-то. Привет, Сань, привет. Преступник какой-то пришел. Надо пойти спросить у ребят, что за преступник бродит. А что за преступник бродит здесь? Не знаете? Ну, вот сейчас приходил с саблями, короче. У него сабля, флаг какой-то у него. Вот. А ник какой? Цвет ника какой был? Он, ну как, по стриму можно. Я думаю, если бы он был врагом, он бы его убил. Он меч достал, это что-то показал меч и убрал потом, но не напал А он вроде. уехал или остался еще? Уехал в сторону союзников. Вот. Если еще раз приедет, А приписку какая там у него гильдия? Не смотрел? Преступник написано. Это сверху. Ну, понятно, не смотрел, короче. хорошо. Если еще А на раз стриме приедет, был? сразу кричи. Был, там перемотать можно. Надо посмотреть. Ты же на него наводился там? Да. Если еще раз приедет, кричи. Мне кажется, вот кого-то выгнали вы, вроде бы он, наверное. Ник Сразу похожий. его насадим. Ник похожий. Так, Саня, это ты, да? Да. На заборчике стоишь. Ну все, пошли. Проведу экскурс. Так, ну давай отсюда. Мне- Вот, ну, значит, главные ворота, вот это вот. Угу. Так, ладно, я к себе пошел.
Преступник, эй, друзья. Преступники шляются. Какие-то. Он вон туда поскакал, вон туда, вон куда-то. В ту сторону. Союзников, в сторону союзников я. А я больно знаю. Не, ну не красный, он какой-то такой белый, мне кажется, ник-то был. Надо посмотреть просто по стриму. Мне кажется, того, кого выгнали, это и был, вон. Ну. Мне кажется. Так, надо пожрать будет, сходить взять. Ник белый такой был. Он с кровью, что-то такое. Как бы. Непонятно. Но он не красный, не зеленый, не желтый, ничего такого нет. Блин, вот, блин, играешь и не знаешь даже. Еще пока что не изучил. Только начал. Не, парочку надо. Я так вот подумал, а еще парочку надо. Надо 700 рублей разориться будет. Одного сделать строителя. Вот. Строителя. Чтобы строить. А другого не знаю. Посмотрим. Строителя надо. Одного это точно сделать надо. А другого... А другого, наверное... Кто-то проскальзывает на сервер. Зайчика надо отнести. Я вчера попробовал. Что это такое? Зайчика поймал. В селках. Надо зайчика отнести будет куда-то. На мясо отправить.
одного надо будет это вояку сделать. Но вояку, наверное, я вот этого буду делать. Вояка. И лекаря, и вояку. Да, да, барышню. Зачем еще? Ну тут же их 3 вида. Чтобы все были. А 3 вида на 2 делаем, чтобы и мужчина, и женщина была. Тоже хорошо. Швею надо сделать. Я бы точно швеей бы я занимался. Швею надо. Чтобы одежду себе сшить самому. О. Да, там есть только, нету. Это где у нас швея? Вот строительство надо мне, чтобы строить. Одного персонажа сделать. Он другой у меня горняк будет добывать все. Вот. Военная инженерия. Но по поводу лесничества не знаю. Мне это не интересно. Профессия. Вот. Домохозяйку надо будет, это точно. Вот. Заведу я себе строителя и домохозяйка. Это вот точно. Этих 2 персонажей надо. Это я хочу. Это я хочу. Вот этот лекарь у меня будет. Травник. Травничество в основном. Вот, и лекарь. Травки будет собирать. Посадить. Вот, травки будет собирать. Да, точно, так и сделаю. Два надо. Ай, блин, пожрать-то забыл. Сходить. Майнкрафт. Ночь, я не знаю, ты пришел ночь на стрим-то? Майнкрафту. Он вчера называл Майнкрафт. Вот правда Майнкрафт. Ну почему ты не закрываешься, блин? Как-то она включит. Так, одну телегу отсюда забрали. Было 4. Покушать надо взять. Покушать надо взять. Так. Покушать и, наверное, эту. Сколько там? 20 осталось? Поменять ее бы.
Зайчика сюда положим. Прирученный лось. Возраст 168 лет. Нифига себе. Старый, ё-моё. Лось. Так, покушать. Что взять покушать? Баранину. Давай баранину. Но это много мне. 4 штучки возьму, хватит. Сейчас 2 съесть. И потом еще 2. Волки бродят. Ну, 54. О. И кирку еще взять надо. Потому что это сточится. Кто у нас ремонтник? Вот надо ремонтнику прийти, кирки отремонтировать. Требуется сила 16. А сколько у меня сила? 18. Нормально. Все, покушать взяли, это взяли. Побежали. Майнкрафтом заниматься. Алло, че, блин. Назвал игрушку Майнкрафт. О, уже по 700 опыта дают. О, как. Чем что-то прокачиваю, больше опыта стал давать. Видимо. Эти все навыки я прокачаю по 30 пока что, а потом там посмотрим. Подожди. А где они у меня? Вот они. Интеллект я не буду качать. Он, наверное, не нужен мне. А может нужен. Ну, в случае потом перекачаю. О. Силу. Вот силу воли до 30-ки добью, чтобы карман побольше был. Их здесь сказали 150, да? $150, да? Вот, 150, правильно. Потом в случае переменим. Туда сыпет нормально так. Туда вот прямо будет супер, если вот так вот сыпется. И вот туда, вот тут вот
Пусть сыпется. Она как раз там нам брать. А, блин, заразка, а. Да ё-моё. Не хочет. Сыпать. Сыпать не хочет. Да вот сюда, наверное, можно сыпать. Я не знаю. Все равно потом это все переделал. Блин. Ну рыть надо искать хорошие жилы. Жилы хорошие надо. Тут пока что слабенький, 66 фигня. Фигня. Сейчас большую, если найдем, то придет, наверное, Влад. Как раз будем сразу обтесывать. Камень тоже слабый, зараза. 65-й. А тут что мы откопали? 67-й. Блин. Все полный, что ли? Правда полный. Но камни здесь уже можно так-то обтесывать. Только, мне кажется, камень нужно хороший, большой. Камень. Если туда покопать, там, может быть, сейчас посмотрим там что-нибудь. Я туда 3, считай, прокопал. В ту сторону прокопал. Но это... Тут бы, по идее, камень убрать бы. Лучше туда, вглубь уходить. Может, она даст. Что-то. 67-й. Может, там что-нибудь выкопаю. Вглубь туда уходить. Блин, где ж этот гранит большой, а? Сказали, есть. Надо копать. Но я что-то его не нахожу. Поищем.
Камень есть, можно. Не знаю, какой им камень нужен. Камень вроде бы тоже 80 нужен. На стенке. Что-то я замерзать стал. Надо халат одеть. Я уже блуждать начинаю. Сейчас ее докачаем, чтобы опыта было побольше. Полную сделаем. Пойдем на моего горняка. Я с нее уйду. Надо ее покачать. Опыт, чтобы был. Того пока что много еще. Но того тоже надо уже качать. Но у этой меньше. Да блин. Не разрешаю. Что-то мне кажется, цвет какой-то не такой сейчас. Непонятно. По-иностранному болтает деваха. Так, надо ник туда скинуть, перепись населения. Так. Перепись населения. Здорово, Емы, здорово. Привет, Будет? Нет, не будет пока что. 10-го посмотрим, зайдем. 10-го посмотрим новый сервер. Чар. Вот. Мариша, приветик, Мариша. Надо скинуть мне ник. Сейчас я ник скину им. Перепись населения в гильдию. Я забыл про него. Блин, как я не люблю эти иностранные слова. Вот, ну надо. Олег. Ну не так. О, песенка какая хорошая.
Сейчас скину. Песенка такая хорошая, да? Смотришь, а паки 10 тоже будут. Я тебе говорю, Чар, зайду, посмотрю, что за сервер, что там как, что почем, 2-3 дня постримлю, там по 1,5-2 часа сделаю ролики, то есть стримов, вот. Основная эта игра будет пока что на канале, вот. А Архейджу я сказал вам, то что зайду 10 числа, когда сервер откроется, да, или там 11, если 10 с утра не будет, вот, сервера открыто, то значит, вот, вечером, может быть, запущу 10, не знаю, когда там сервер откроют, они говорят 10, а может 10 в 9 часов, в 10 только запустят вечера, 22 по Москве. Кто ее знает? У них же тоже там, вот. Ну, то есть, если 10 запустят, 11 точно будет стрим по ней. Мы сначала посмотрим, побегаем, что, как, покачаем персонажа, да, то есть, посмотрим, какая ситуация, что... Вот, выгодно, невыгодно, что? Если много донату надо, я сразу отпадаю, это точно. Я тогда его там ничего не буду заниматься даже. Вот. Если сумма позволяет мне, то есть немножко задонатить и там что-то, трактор сделать туда-сюда. Вот. Тут, видишь, все упирается, что там и как будет, еще неизвестно. Вот. Потому что новый сервер, они вроде обещают там вот это, ну, это, смысл-то? Я-то играю в основном без доната, вот, если там возможно будет в день там 2-3 часа уделять игре, да, и там через неделю, там, 1,5 сделать трактор, да, тогда я буду в нее играть, то есть и пайки попробуем. А если такие же паки будут, которые на этих серверах, то есть по 15, по 30 минут, все, это однозначно минус. Я уже не буду ее даже и качаться и все такое. То есть если время такое же будет стоять на них, то есть это просто, ну там нереально заработать на что-то, если такое время. Вот. Тем более вы знаете, что могут перекрыть дорогу и все такое. То есть, я думаю, что навряд ли я в нее буду играть. Вот. Если оно такое будет там. Вот. Так что, Чар, отпадай. Мне же за это никто не платит, я так добровольно. Пока что на канале основная игра это вот будет. То есть я хотя бы недели 2 точно, наверное, так. Потому что прокачать надо персонажей. Зачем я тогда затеял вот здесь играть, если... Ну, если все будет как на основных, а смысл мне тогда? Да не, а тогда смысл там сидеть в костюмчике, это мне не интересно. Вот, смысл там тогда сидеть. Только если там поиграть, то поиграть за гнома я бы поиграл. Ну, если бы плюс какой-то был. То есть я за ту сторону никогда не играл. Вот как раз гном, он может быть и перетащит там хоть меня на ту сторону, на другую. То есть не за восток, а за этих, поиграть. За другую сторону. О, я бы с удовольствием поиграл за гнома, но, блин, с такими паками это нереально.
Ну вот, видишь, смысла нет даже. Ну, да о чем тогда? Когда, я же сказал, то, что если вот это время не уберут, 15 и 30 минут, да, то есть навряд ли я ее буду как бы по паке стримить, вот, потому что, ну, это просто нереально. Ну, нет, ну, можно зарабатывать, ну, 300-400 голд в день, это разве заработки, вот. В день, ну, минимум надо 2,5, чтобы 3000 выходило у тебя. Тогда нормально, тогда можно играть. Вот. С паками что не так? Ну, сам рассуди, на кабриолете кататься, есть разница от трактора, правильно? О. С паками что не так? С паками все не так. Все не так с паками. Время там не то, что надо. Там чуть-чуть задержался, если вылетишь из игры, все хана. Вот, например, 15-минутные, да, то все хана. Считай, ты не, пока что загрузишься, вот я проверял, да, пока что загрузишься, это минута 2-3, а там я привожу 15-минутные, которые паки, у меня остается время, считай, 4-5 минут. То есть, вот сам посуди, я этот процент теряю, то есть, смысл тогда их вообще там возить. Понимаешь? То есть, с радужки вот нормально, там 30 минут это нормально, то есть, с радужки можно таскать, понимаешь? То есть, там 30 минут. А вот, например, с Тигриного, да, там 15 минут. А там, представь себе, какая дорога дальняя, да, это раз. Я не знаю, кто это продумывал с этим, всеми этими. Тигриный, Радужка и ПСО. Вот. Это мои любимые, то есть по стримам, любимые локации, ближайшие. Вот. То есть Багровый, вот, то есть, ну, с Багрового, наверное, 30 минут, мне кажется, я что-то и не помню. Вот. С Багрового. Ну, опять же, что сказать, то, что мне не нравятся вот эти 15 и 30 минут. Вообще логически, ну хоть сутки бы делали бы, а? Ну ладно, не сутки, там часов 6 хотя бы. Вот, 3-6 часов. Чтоб пак вот эти проценты были. Вот. Но это просто вот, они вот эти вот сделали 15-30 минут, это вообще притык. Это просто притык, я не знаю, кто это продумывал, эту тематику, да, возили этих паков. Ну, это они несправедливо сделали ко всем паковозам. Вот. Не дай бог, человек даже вылетает, вот 15 минут, да, не дай бог, он на тракторе едет, да, он притык привозит, не дай бог, его кто-то по дороге задержит там или что-то, он вот этот процент, он уже теряет. Вот, я видел, другие возят, да, на тракторах, вот, там у них остается минута, 1,5 минуты, то есть уже он вот сдает там на этой, вот. И вы представьте, ему кто-то дорогу перекрыл или задержал его немножко дорогой, вот. Просто пошутил над ним. 2-3 минуты лишние задержки. И то есть он теряет вот этот процент. А если он теряет процент, то смысл в этих вести эти паки вообще нету. Ну, я понимаю, люди на паке, естественно, я же не могу одним персонажем. У меня как был, один персонаж крафтит мне эти паки. Вот. Например, вот взять навесы, да. Вот навесы точно неправильно сделаны. У меня вот один персонаж мне их снимает, а я потом приезжаю, забираю, то есть торговцам.
который должен продать мне эти паки. Вот. А УЕР-то, извини меня, это значит, я должен торговца еще прокачать на животноводство. Вот. Ну, это вообще издевательство получается. Вот. То есть, оно невыгодно. Вот. Такое. Ну, для меня невыгодно. Вот. И мне не интересна такая игра. То есть, 15-30 минут. Как? Вот. Я понимаю, там, ну, хоть сутки, там, ну, 6 часов. Это уже другое дело. Вот. Не, ну, не такой же, там, по 30 минут, по 15 минут. Там впритык прям таймер сделали. Впритык. Вот. Не дай бог его кто-то дорогой, вот я тебе говорю, дорогой, не дай бог кто его задержит, да, вот эти вот, они ездят, там, я видел, ребята, по 3 трактора, они же рискуют, не дай бог им кто-то, что-то там, другая гильдия начнет вредить, да, вот, просто, тракторами просто, они будут с ними ехать, прикрывать, они не будут нарушать ничего, нарушений у них никакого не будет. То есть они просто логически задержали их хотя бы минуту на 3, на 4, они уже не успевают, у них процент сбит. То есть какие он бабки там заработать? Никаких. Вот. То есть взять даже за ДЗшки, которые берут, то же самое. А почему за ДДшки? Зачем время-то это добавили? Вот. Я вот это вот не понимаю, кто это делал, вот, и просто логически они подставили всех по кого-то, вот, логически. А подожди, а вот они не блочить будут, они будут впереди тебя ехать просто медленно. Чего ты их накажешь? За что? Они не нарушают ничего, да? Есть дорога, вот. Они тебе просто попку будут подставлять, да? Не включать топливо, и ты уже медленнее будешь ехать. И ты их наказать ни на что не можешь. Вот. Понимаешь? Вот. Техподдержка, вот. Техподдержка тебе просто скажет, это игровой процесс. Вот, и все, пойми меня. Они не смогут наказать человека за это. Просто логически, если... Это же игровой процесс. Как нам дорогу перекрывали мосты? Вот. Мы ездили объезд, я писал в техподдержку, они мне просто ответ присылали, это игровой процесс. Все. О. Сейчас не знаю как. Но я думаю так же. Они пришлют тебе. Это игровой процесс. Все. Обгоди его попробуй. Вот. А он тебе просто давать не будет. И он не нарушает ничего. Он тебе не нарушает ничего. Он играет. Свою, ездит на тракторе. Все. А как доказать, что он специально тебе мешает, я не знаю. Вот. Мне перекрывали мосты, перекрывали дорогу. И что толку? Я писал. А сейчас вообще время, оно урезано. И то есть сейчас еще хуже, Чар, поверь мне. Вот. Раньше хоть я мог час, 2, 3 стоять, полдня стоять, да, с трактором, с паками нагруженными, да, вот. Но, я бы ничего не терял, понимаешь? А сейчас уже ты теряешь. Вот. И у тебя получится то же самое, что ты науке эти ресы и продашь. Вот, ту же голду и получишь. Вот. Понимаешь, смысл какой? Никакого.
Ну, не знаю. Ну, так не надо писать. В чате не надо ругаться. Чё, это при себе мнение оставить, короче. Ну... Это при себе надо мнение, кто это, чего и как их назвать, вот, и все такое. Вот. Это уже мнение при себе оставить, так что не стоит это писать в чате. Я знаю, кто они, но оно у меня, как говорится, в голове, вот. Короче, редиска тот человек, кто это придумал, вот. Думаю, русские поймут, что такое редиска. И сейчас вожу. Ни разу после обновы в Мирке никто не заблочил, не пытался. Меня тоже блочили просто. Ну, Лиси, ты напиши ник и где, какой сервер, и я думаю, от дядь Саши гости к тебе придут. Через 0 можно. А у меня были такие люди. Аж мосты перекрывали на неделю, ё-моё, блин. Ни там, не пролезешь на тракторе, короче. Было такое. И писал в техподдержку, Лиси, и это без толку. Короче, без толку было, что я даже писал. И видео делал им, они просили видео или там скрины. Я им видео послал, 5-минутный записал специально отдельно. Вот, как перекрывают, что перекрывают. Вот, все рассказал, там понятно. Вот. А им мне ответ прислали. Это игровой процесс. Вот. Да, ты скажи, где обитаешь, к тебе придут. Вот. Меня же, я вот буду стримить, правильно, Лиси, вот. Я буду стримить, меня люди будут видеть. Они знают, на каком я сервере, чего, где нахожусь, вот. Они просто караулить будут, и смысл мне тогда в этом, вот. Это вот ты играешь там тихонечко, да, и никто тебя и не трогает. А так, то, что 15 минут, это мало, вот, ну, хотя бы часа 2-3, ну, надо, это минимум, потому что есть такие ситуации, чтобы на тракторе ты паки возил, да, вот, ну, не так резко, то есть, это 6 дней, да, 7 дней, вот, убрать до 15 минут, ну, бред какой-то, ё-моё. Смысл тогда в этих процентах они придумали, ё-моё. Но... И это главный минус. То есть, вот такое. Вот, видишь, Чар, видишь? Я тебе говорю, то, что... Вот. И смысл ты напишешь в техподдержку, это игровой процесс. Вот. Это игровой процесс, и то есть он нарушений ничего не делает. У него есть трактор, вот. И все. Ну и что, я там стою? И что такого? Вот. Хоть бабки, хоть чего. Его... Никто не может, да, ты в техподдержку пошлешь, скрины туда-сюда. Они тебе ответ просто пришлют. Это игровой процесс. Вот. И все. Я думаю, навряд ли его и забанят. Вот.
Он нарушений никаких не делает. Даже если он на мосту будет стоять трактор, ну, застрял у меня трактор. Ну, что сделаешь ты, ё-моё. В тот момент, когда скрин делали, застрял трактор. Ну, видео ты сделаешь. Ну и что? Вот. Ну, видео ты не будешь же, блин, сутками сидеть и делать его, и потом им пересылать. Вот. Понимаешь? То есть это не нарушение, это игровой процесс. Вот. Он ничего не нарушает. Вот. Он хочет там постоять. Зачем я заплатил за трактор, например, да, вот. Я хочу на этом месте стоять. Вот. Я за это плачу, Примак плачу, Сиоль плачу. Вот. И все, отговорки все. Донат идет от меня, что вы хотите. И все. Нет. Вот я на Америкасе играл, да, вот там нормально у них сделано, да, вот там по поводу вот этих вот вещей всех, у них как-то следят, вот там, да, там если дорогу перекроешь, то тебе забанят все, вот, ты туда вообще не сможешь зайти, и, то есть даже с другого аккаунта, то есть там вот с этими вещами нормально вроде бы было, как мне объясняли, вот, кто там играет, да, мне объясняли, если бан получишь, то здесь серьезно к тебе относятся, вот. И очень жестоко наказывают. Вот у них там нормально, у них с этими вещами, то есть людей никто не перекрывает и даже об этом и не думают. Вот. Деревья там высаживать целые эти на дороге тоже, об этом даже у них. Вот у них с этим здорово, то есть как бы нету такой болезни. А на Майл есть, потому что на это все наплевать. У них отговорка одна. Игровой процесс. Все. Вот. И ничего ты не можешь сделать. Хоть что ты им там посылай и все такое. То есть... Ну, во, видишь, что-то как-то, ну, а если он одиночка ходит, час, ты ему ничего не сделаешь, вот, и он ни в гильдии, нигде, ничего, он не играет, он не возит пайки, он просто заходит хулиганить, и все, вот. Ему как-то до фени на игру, чего там, паки какие-то, вот. И все. Вот. Ну ты попробуй в дерево врезаться и узнаешь, приезжает он, нет. Вишенку посади, ой, то есть это, виноград посади, вот, и попробуй, проедешь ты через него или нет. Рядом, прям вот ряд вот так выстрои, там, штучки 4-5, и попробуй, ты через них проедешь или нет. А потом скажешь. Он может вообще заходить не с основы, а с твина, о, там, с мульта. О, какой-то пришел. Кто-то пришел обтесывать.
То есть такое, как бы, да, игрушка интересная, хочется поиграть в нее и показать зрителям. Ну, что сделаешь? Не судьба ее показывать. Ну, не знаю, у нас не проезжал раньше, сейчас не знаю, Чар. Сейчас не буду спорить с тобой, вот, ну... Так, сейчас спросим. Что там? В телеге? Где он? Влад! Любой человек может это делать. Алло, да. Ну чё, это ты бегаешь, да? Да. Ну чё, в телеге тогда улучшать так же, да? Тебе тогда получше Да лучше. не, мы сейчас на другую точку переедем. У нас там на складе есть у нас еще. Так, мы сейчас Ну так же я пока что рою там, если найду хороший, тогда скажу. Ребята, в принципе, сейчас шуршат, можешь помочь нам в этом плане, то есть как сделать. Сейчас возьмешь со мной телегу, повезешь туда наверх и будешь... Давай. Ну тогда беги сейчас, там где башня наша, вот с этим, со стрелками. Угу. Ну куда ты Поедем будешь? на двух телегах. Давай, давай. Влад, ты так в общих чертах рассказал, но я что, блин, скажем так, я не Сейчас знаю. тебе объяснят, там Святик знает, сейчас он тебе объяснит. Сейчас мы только начинаем делать. Значит, я тоже сейчас пока приеду, объясню. Смотри, берешь лопату с собой, да? Берешь с собой барамсак, подходишь, копаешь гранит, он у тебя, допустим, там 70 какого-то качества. Берешь этот барамсак и улучшаешь его до 85. Потом подходишь к, допустим, телегу мы поставим. Смотри, вот видишь телегу с лошадкой, бери ее. Да, подходишь потом ко мне, да я сейчас тупо буду стоять и тесать, понял? И мы, получается, так сделаем работу такую. Вы будете улучшать, ложить в телегу, а я тесать. Если кто может еще тесать, то пускай присоединяется. Хорошо, понятно. Не, один тесер хватит. Нам лучше 2-3 человека, которые вот улучшали ее. Мне кажется, так. Да, я тоже так думаю. А- еще один, нет? Ну, Просто у нас сейчас тут количество людей больше, чем в прошлый раз, поэтому я думаю, как-то пойдет быстрее. Давай, выезжай. она не выезжает. А ты вправо сейчас возьми. Не влево, а вправо. Вправо. Давай, еще. А теперь назад давай. Ты же об забор там ударился, как точно. А теперь влево. Влево? Все, стой. Влево, да. Вот. Теперь прямо чуть-чуть и выйдешь. Вот как, блин, все запутано у них. Влад, а может сделать друг напротив друга ворот поставить? Ну вот на эту территорию, где вот эти... тут этот стоит. Ну, Давай полную пятую передачу там наконец включается. Влад, ты смотри, я не знаю, куда ехать. Ты аккуратнее, у тебя она побыстрее бегает, а у меня не ахти. По дороге. Склон такой нормальный. Вы, в принципе, уже там можете подгонять пустые телеги, если есть. Там одной, я думаю, хватит. Набираете просто и улучшайте. Берите телегу, загружайте туда. Даже барамсак не надо загружать, там же шахта рядом.
Просто бегите на шахту, забирайте эту барамсаку и все, улучшайте до 85. И пока кидайте в телегу. А то может кидать в тесалку, кидайте в тесалку. А так там, ну, 70, 72, 71 есть много. То есть и камень уже 67, что ли, там есть, 65. То есть вот такие Ну, там. улучшать тоже будем. Но выше этого пока что нет. Я маленький, который 63, 67, вот такие 66, я их копал, я раскапывал, думаю, может быть найду. Нифига нету. Уже и там изрыли. Вон вчера кто-то вниз там копал, вот, и там нету. Я не знаю, где эти большие, кто сказал, что они там есть. Давай газку, поехали. А это другая там шахта, что ли, или что это там? Не, это уже выкопанный материал, там чисто как склад уже, на склад мы все ложили. А, Там просто горка гранита лежит, и ее просто надо взять. Там качество получше. а так там горка, которая вот эта большая, что ли, такая горка, там вроде 100 качества. Вот, что и будет. Можно сказать, склад сыпучих материалов. Ну тогда это, как бы, лучше кто тесать тогда, то там улучшать-то не надо. Ну да, мы за это. Так, заезжай там, потом, когда заедешь, закрой за собой ворота. Да, добро. Так, я еще привез телегу, тут, кажется, полная телега забита 85 плюс везде, да, все. Если что, отсюда и берите. И выработанный материал, нужна нам телега, чтобы отвозить это все. Мы сейчас ее, наверное, надо еще одну телегу укоротить, чтобы отвозить это все. Так, гранит 85 нужен. Да, Или до 50? 80. До 80. Если выше, тоже хорошо. То есть просто у меня на выходе получается он 90. Саня, что ты там заехать можешь? Чистаков, походу, задеваю. Как ты так умудрился? Стой, не шевелись. Ёп. Бля. А ну слазь. Слажу, короче, да? Лучше слезь, потому что сейчас уедет в Чистакову. Или я уехал. Ой, я не уехал. Все, перекрыл дорогу. Как в Архиже. Ну ладно, перепрыгивай сейчас распрыгну. Через 2 минуты. Ну вот, видишь, какая у нас гора есть? Да я видел там. Ну там я вроде смотрел, там 100-й. Ладно, вопрос у нас где у нас вообще лопаты лежат? Ну, в инструментах. Напротив кузни
там, посмотри. Или где жратва, вот этот склад, там слева шкаф внутри. Вот, спасибо. Надо реально все в один склад привозить. 79-й. Есть этот, как его? Или вам подкидывать лучше? В идеале вообще, чтобы вы подкидывали и забирали. Было бы всё. Ну давай я В буду. тележку, по крайней мере, складывает. Или пускай он забирает, просто перекладывает в Просто тележку. собирайте и сортируйте их по качеству лучше всего. Так легче потом их собирать. Ну, в стройку закинуть. Быстрее. А я что-то в нее не могу. Это тогда горняком мне надо зайти. Я в нее не могу Да, залезть. это надо именно у кого навык есть. Вот надо это горняком. Так, я сейчас тогда перезайду. Давай. Это же у меня не горнячка. Там Эй, горняшка 90-го нужно. М? Горняшка 90-го. Да не. не, Ну, обработка материалов нужно 90. Обработка материалов нужно, чтобы ты просто заглядывал туда и забирал ресурсы. Это. Лёх, у тебя же есть, кажется, да, этот горняк? 60. 60 дней. Лучше давай я. Что тут за фигня, блин? А у меня 75-й. Не, тоже мало. Надо 90 минимум, Серёг. Потому что камень меньше у нас, а получается качество. Так, Вы складируйте, сортируйте и смотрите, что. И Ладно. можете накидывать сразу. Но... Я так понял, вот это гранит вот с этой кучки до 85-го повышать барамсаком. А где барам? А в телеге где-то лежит, в какой-то телеге. Искать надо. Что, барамса? Да. Не, так вот же шахта у нас она есть. Шахта, смотри. Возьми с собой где-то штук 300 принеси, просто в мешочек скинь на землю и с мешочка будешь брать. Он как взял святик сделал, он под этим, под тесалкой кинул, смотрите, 122. Так, лежит всё, барамса. понятно. А улучшенный вот этот до 85-го, да, ты? Да, улучшает, ну если там, смотри, если вы нашли хранить там большего качества, тогда не надо, сразу кидай его туда в тесалку, да и все. Или в телегу кидай, чтобы пацаны Там брали. сотый есть, я видел вроде бы с какой-то стороны. Да, был. С дальней. Вот-вот. То есть сотый можешь сразу. Понятно, в телегу, я понял. Вот, кидай в телегу, а один тогда кто-то будет стоять из телеги, вынимать туда вам закидывать и забирать оттуда. Пустая телега, да, чтобы... Вот. Одна телега у нас как бы руда, а другая телега пускай было бы стоять уже тесаная, наверное, так Да, вам. да, все правильно, Саня. Вот. И один человек стоит, вынимает вам, а вы только, ты другой только, понимает. да, а ты только делаешь. Вот. Ну тогда мы сейчас просто, не знаю, в тележку складывать уже отбарамсаченный, да, получается, Ну, тёсный, гранит. да. А оттуда... Нет, не тесный, отбарамсаченный. Получше. Вот вы его перекинете в саму тесалку, Ну а ты с не тесалкой... можешь, да, получается, тогда, Святик, смотри, ты же можешь Нет, тогда... ладно, по-другому. Тут твоя тесалка мало объема имеет. Я знаю, я что я говорю, Святик, можешь заглянуть? Тогда, Святик, смотри, пацаны улучшают, а ты тогда занимаешься логистикой. В плане того, что перетягиваешь с одного места в другое, понял? А я чешу. Ну и закидываешь потом мне новое, да. Ну вот, ну может, кстати, это... Святик, смотрите, Саша, вы улучшаете, кто не может заглядывать. Святик чисто вот сейчас забирает и ложит. Я чисто копаю. я тоже могу заглядывать. Просто не очень долго ждать, пока ты обработаешь. Я понял. То есть надо второго тогда ставить.
Ну, если есть тесальщик, у нас еще один 90. Не вопрос, прыгать. Вот. Если Просто у нас ук- же по один получается. Был бы сейчас Тёма, да, мы бы сейчас вдвоем с ним. Он же ж ушел. Ну, мне надо ждать. У меня пока небольшой. Тогда, Ну тогда и я щас- тоже, я вот это, короче, прокачиваю своего горняка. Вот, и тоже. Но это и не скоро. Наверное, прокачается, когда все построили. Заразка. Вот он еще, ему вот до 60, чтобы поднять, а 1 день и 20 часов пишет. Опыта ему тут хватит, это точно. А тут телега у нас еще же одна осталась, что-то там. Я сейчас гляну. Там вроде бы тоже гранит, наверное. Только надо коня там нету. И это, и кому-то сходить ее перегнать туда, что ли? Че она будет здесь стоять-то? Влад. Это та, которую мы с тобой бросили вчера, что ли? А, не, забрали ее, забрали. Тут все А, не, вот телега стоит, короче, тут одна, а в ней, короче, кирки, вот эта вот еда, вот. Ее, может быть, туда перегнать, не надо? А пускай телега стоит на месте, и она там нужна для... Мы же дальше будем копать, когда тут все. Ну да, тут как бы, Пускай готовая стоит. тут тесаные, вот, надо было забрать, тут еще тесаного есть. А, ну что, пускай тогда мой персонаж чешет, я пойду военный. Ну а что, ну я все равно смотрю, как он просто чешет. Сейчас пойду поем, пускай чешет. Пацаны забирают ресурсы, и он стоит этим. Как раз покушает. А сколько его нам надо, этого тесаного-то? Ой, много очень. Очень много. 1020, наверное. 20 умножаем на 20. Давай так. Я просто не знаю, сколько там стен. Одна стена выходит 4 на 4. Получается, ой, 2 на 2. Ну, типа 4 клетки занимает одна стена. На одну стену нужно 400 тесаного гранита. А их сколько штук? Я не знаю. Ну, достаточно, нормально. Плюс надо учитывать стены именно угловые башни. На угловую башню уходит не 400, а 800. Плюс главные ворота у нас 1600. Но мы там уже 800 заложили, потому что мы вчера накопали. Мы вчера накопали 1600 гранитов. Это, ну, это дохерично. Нормально. Накопать это хорошо. Мы... Ну, я вам так скажу, у нас график хороший. Если мы за 2 недели это сделаем все, это будет очень круто. И это сейчас самый главный приоритет, потому что, сами знаете, какая накаленная у нас обстановка с американцами. Да. Пусть его мать, блин. Кстати, Саня уехал на войну. Он сейчас хочет набраться там опыта. Там воеводы у нас опытные, русскоязычные есть в других альянсах. Они сейчас ему все расскажут, научат, он приедет, потом видос заснимет, все там сделает, короче. Ну, там уже боевые ребята, которые с ними, естественно. Командование будем принимать на себя, скорее всего. Планы другие будут тоже. Единственное, что мне тут все разбрелись по всей карте. Русскоязычные, так сказать. Ну, в этом и проблема, и ты же видишь, как наш клан хочет это все исправить. В плане того, что многие кланы вот, хотим собрать вместе на одном полуострове. Дабы жить все рядом и защищать. Ну, я считаю, лучше защитить уже какой-то один кусок огромный такой взять под себя, да, нормальный там полуостров, ну, что, маленький кусок, это не маленький, 27 регионов, я думаю, хватит всем с головой.
И взять под себя этот кусяра, да и все, жить себе, не тужить, как говорится. Они говорят, Да. Где проиграл, нет, Влад? ну, забирай. Нет, Вопрос по механике игры, чтобы я сейчас лишнего барамсака не испортил. Вот, например, 30 единиц гранита, да? по 100, по 100. Не, по 200 гранита, короче. 200 гранита ложишь, да, и берешь штучек 20 вот этих вот, как ее. Не, я не про это. Я имею в виду, там по барабану, вот, например, какая партия? 300, 200, одна единица барамсака. Оно влияет? Нет, Алексей, лучше 200 клади, вот, и 20 штучек вот этой вот, которую улучшать будешь, вот, и все. Так лучше оптимально. Мы уже все перепробовали, я перепробовал. Даже 210 я пробовал, и оно не актив выходит. Да я не про то спрашиваю. Я имею в виду, барамсак расходуется как? Зависит от партии или не зависит? Не зависит. Там, смотри, если с 60 до 70, да, улучшается по 2. Вот. Если с 70 до 80 улучшается уже по одному идет. Вот. Ну, стопка не должна быть 200. Вот. То есть не выше этого. Я попробовал улучшать по 270, у меня получалось до 80. И да, и это гранит, когда достаем, ребят, там просили вроде бы один в один кидать его. Соединять его, да. Да, и писали в этом. Влад, погоди минутку, я все равно не понял. Объясни, пожалуйста. Вот смотри, разница есть, если я буду улучшать 30 единиц или 200 Да, единиц? разница есть. Смотри, если ты улучшаешь 30 единиц, у тебя повысится намного быстрее и больше. С одной единицы барамсака оно повысится выше, правильно? Конечно. Всё, вот, собственно, что я и хотел узнать. Если ты чем больше себя запихиваешь, тем меньше оно будет повышаться. Но есть такой еще предел там, до которого барамсак потом вообще не сможет улучшать. То есть он будет писать, что слишком много материала, и поэтому надо разделять его поменьше. Ну, до 85 качества я брал 270, это максимально я брал, и он улучшал, допустим, 77 до 85 улучшало по 270. Кстати, этот барамсак скилл зависит же еще от этого повседневных действий, по-моему. Конечно, зависит, да. Но если вы даже у вас нет его, ничего страшного. Ты уже знаешь, он-то зависит, но честно, вот у меня 90-е повседневные действия, я не особо увидел разницу. Может на одну, на 2 единицы быстрее там, да, ну, повышать. Честно говоря, я думал намного выше. Блин, и гранит-то разный идет ему, зараза. Ну да. То есть ты копаешь, здесь он разный. И Ребята ж насыпали раз. есть, которые не надо улучшать, а есть, которые надо улучшать. Да. Так, а какие у нас телеги куда идут? Что у нас? Сейчас будем смотреть. Так, тут полная. Влад, слушай, а если нам поставить какие-нибудь ворота, те же каменные,
Вот у нас основная дорога к нашим шахтам вот эта вот. Может прям сверху поставить ворота? Зачем? Да чтоб обходили, если кто-то припрется. Не понял. Ну как защита, допустим, по этой дороге к нам могут подняться, да? Подняться пешком. Могут в обход пойти. Но если мы ворота поставим закрытые, хрен ты по ним будут идти в обход уже. Там где шахта? Ну нет, вот сейчас вот наша дорога от замка, вот прям первый же склон туда. Не, блядь, между живодерней и вот там идет вот насыпь вот эта дорожка. Ну, Вот если в самом верху поставить ворота каменные. особо толку не. Ну, это сейчас не приоритет, я сразу говорю. Если у нас будет внешняя стена, мы планируем сделать вообще внешнюю стену. Огромную, большую внешнюю стену, то есть, которая будет полностью защищать всю внешнюю, понял? То есть, вот это сейчас первый уровень защиты. Нет, просто к тому, что мы сейчас ковыряем территорию вокруг, да, вот мы одно присоединили, там другое присоединили. Вот, допустим, к охотникам неудобно заезжать из замка. Выезжаешь, упираешься в другие ворота. Прежде чем заехать, нужно обе ворота открыть. Обе створки. Ну, А вот когда внизу вот эта вот змейка была, тоже, если заранее продумать, чтобы если когда терраформинг проводить или что-то строить, чтобы... здесь у нас будет стена в дальнейшем. Значит, она будет более ровная. специально строится несколько уровней стен для защиты. Да, заранее продумывать. Вот когда мы сейчас рабов. У нас уже есть план постройки полностью весь. Мы уже все изготовили полностью до окончания этой постройки. Есть приоритеты. Сейчас мы строим один приоритет. Дальше ставим уже второй приоритет. То есть вот так. Постепенно мы потихоньку приближаемся к завершению. Каждый день при стройке стен, при стройке тех же самых новых аванпостов у нас полностью есть огромный план, где есть картинка, реально картинка, там, где, которую согласовали со всеми соклановцами. Может, тогда еще тебя в клане не было, но у нас был план постройки, тогда еще все сказали, вот круто, мы такое сделаем. Ну и мы начали делать. Там все правильно, все красиво. Просто оно сейчас находится в плане постройки, поэтому оно сейчас смотрится иначе, как говорится. Ну просто вот уже охотников уже некрасиво. Знаешь, и вот первым делом, вот как так сказать, да, у нас есть замок, вот этот цитадель, да, считай. Сейчас охотники некрасиво, трошки не могу понять. То, что там типа 3 уровня ворот идет? Ты выезжаешь с одних ворот и упираешься тут же в другие. Ну так это же наоборот, правильно, это защита двойная. В чем защита? Ну если захватят у нас я так понял, вот там проезд между, там где шахта с глиной, правильно? Ты за это говоришь? Ну, да, сейчас я быстро сбегаю, гляну еще. Там стоит 2 уровня ворот. Все правильно там, потому что там чистокол и уровень, если при захвате шахты, у нас получается будет основной наш клайм защищен. Нет, Специально я не... Ну, возможно, что да, там не объединяли и все, но уровень, допустим, той поверхности должен, так сказать, должен быть ниже основной площади. Я про это. Есть. С кольнями.
Я честно, трошки извиняюсь. Ну, если брать, так сказать, строение, да, вот идет первая цитадель, самое высокое место должно быть, да, чтобы от нее был обзор на все сооружения вокруг. Да, тот же донжон. Ну вот смотри, донжон вообще по сути его надо было ставить заранее еще на холм. Ну это ладно, это мелочи. Вот наш внутренний вот этот замок, он на холме. Потом следующий вот это, внешний город на холме. И вот дальше следующее строение, которое за внешней стеной, площадь их поверхности должна быть ниже городской, чтобы можно было с города наблюдать, что творится там, и обстреливать. Неплохая, но так тебе скажу. Мы сейчас строим замковые стены, там настолько видимость будет большая, что... Просто здесь получается, если захватят, допустим, какой-то вот из кусочков вне города, мы с этих стен городских мы не видим, чего внутри будет, мы не сможем обстреливать. Увидим. Всех стен мы увидим. Не, он имеет в виду, если вот эти внешние стены, А, которые он высокие, посмотрит. захватят, то они потом нас раздамажат на более низких стенах. Да, не нет, Так, не я самого, пойду. но- Я пойду в стремерки, буду подтаскивать телеги, скидывать. Я имею в виду, вот где вот у нас рабы стоят, да, кусок. А то они болтают, там так построить. Ничего, если в чате напишу что-нибудь, мне ответит, даже никак не ответишь. Перекрикивают меня. О, одно и то же накопал. Можно сразу улучшать, что ли, стоять? Ребята вроде бы копают, я не знаю, сколько здесь человек. Но пока что телеги не полные. А какую-то телегу одну, где не надо улучшать, а где надо улучшать, там как бы тут непонятно, как-то куча насыпана и такой, и такой, и такой. Все, короче, сборная солянка. Вот. То есть не один какое-то качество. Вот я какой-то нашел одного качества. Видимо, кто-то возил. Не залазит, гад. Не хочет залазить. Ну вот, сегодня... Ой, больше не влазит. Значит, другую телегу кидать. О, тут тоже полная.
тоже полная. Значит, вот мешочек лежит, там, наверное, это штучки есть. Сейчас я тогда... А, как-то там. Когда будем подкидывать им, что таскать? Там и так много натаскивать. Вот здесь вот уже хорошие. 2 я не возьму, да?
Да, блин, взял кто-то, сел на тележку.
Но походу полный. 400 штук повезли. Вот что значит народу много дела. Сразу дело пошло. Только успевай подкидывать. И будет наш замок выстроен. Будет наш замок выстроен. Чё ты встал? Так. Макрам, что-то остановился. Что-то они остановились. Не краб.
Сумка закрывается, зараза. Как и замок построить. Быстро. Красиво будет.
здорово, коту. Коту, здорово, здорово. Вот работаем сегодня, видишь, опять тесаный гранит у нас. Но сегодня подружнее, сегодня побольше вроде народу. Ну почему раб? Что ты взял? Тут все как бы связано. То есть одним, другое помогает друг другу. Почему раб? Игра такая. Без помощи других ничего не сделаешь. Ну. Когда народу нормально, это хорошо. Когда народу мало, это плохо. Ну. Уже не успеваю за ним, прыгать-то.
хулиганить, да? Четики. Ну, а что сделаешь? Ну, скучно. О, ничего не поделаешь. Вот такая игрушка. Скучно. Сейчас еще 2 часа постримлю, и все. До 5 часов. Хватит. Сегодня попозже начал. Потом посмотрим. Что-то опять устал. Покушать-то забыл. Опять что-то устала. Так вот думаю, крекеты или печенье открыть. Как думаете? Дратуйте, дратуйте. Нигер. Здорово, здорово. Дратуйте. Ждем, когда писать будет. Ждем, когда писать будет.
меня еще не прокачалось. О, еще. 1 день и 19 часов. Надо ждать. 60 будет. А потом обработку надо еще качать. А вот сколько там будет, не знаю. Но опыта должно хватить. Опыта должно хватить. Вот это вот надо снижать будет. Вот это вот. И вот это вот надо будет снижать. Потому что я здесь обработку буду качать. И, наверное, разведка вот этого вот. Я оцениваю вот это вот. Вот 3, это считай по соточке, если качать, то 300. То есть вот это вот оптимально, вот эти вот 2 убирать придется. Или 400, наверное. Вот здесь вот низ, я не знаю, можно, нельзя. Вот на низ идет. Как она будет уходить? Ее вот на низ надо. То есть она пускай нулевая будет. И листичество тоже на низ. Здесь тоже на низ. Здесь опыт сюда. Ладно, болтать, а он уже долбит. Я чуть-чуть отвлекся, все, пора. Он устал. Видите как? Чуть человек отвлекся. Все, пора. Он, наверное, отходит где-то. Запустит.
потихоньку, потихоньку. И работаем. Ой, народу сегодня вроде бы побольше. Раз, два. Там он еще где-то. Пятеро. Вчера было меньше. Здесь руля кончилась, а здесь... Вот здесь. По 30 штук. Это еще проверять надо. Как бы кинуть другую. Вот эту. Ай-яй-яй. Сейчас встань. Ты добивался, все, пора. Станет нас обтесыще. Блин, телега перегружена. Вот тут шпалят, я за ним еле успеваю. Что-то он там включил. Встал. Не успеваю. Майнкрафт в этот играть. Блин, ну сделали бы вот этот вот обтесочек, ну побольше хоть. То есть туда закидывать, чтобы пару тысяч закидал. И все. Тебе на 100 штук. Сделали там предел 400, разве это 20 штук сможешь сделать?
штук по 20. Это, походу, они не стоит хорошие. По кузнечке что нужно? Блин, я перепутал. Опять я сачкую. Чуть-чуть не отвлекся, все хала. Что ж он делает? А, ну гад.
ее поднять. О, файно. Один раз. Взял дорогу испортил. Сядем, блядь. Зачем простые? Простые. Ну, можно и простые, только они пригодятся еще. Да блин, да что же он скидывает, я так и не понял. Почему? Баг какой-то происходит. Скидывает на землю. Может быть из-за того, что там полное, я не успеваю последить. Блин, они эти делают по 20, по 30 штучек. Да ё-моё, опять кидает вниз. Гад. Да куда он кидает её? Непонятно. Здесь вот ровно. Туда, да. Да, блин. Да блин, да что же такое-то он кидает туда-то? Куда-то. Не в эту штуку.
куда-то что-то насыпать. Вот это я себе работку нашел. Чуть задевался, все хана. Но видите, я чувствую, что я не успею. Чуть-чуть какие-то доли секунды. Вот когда лежат по 100, там, по 120, нормально успеваешь. А вот эта мелочь по 20, по 30, она не успевает, блин, заразка, а. Видишь ты как? Чуть отвлекся, все хорошо.
Да блин! Достало меня. Уже сыпет куда-то. Почему? Почему он сыпет? Я не пойму. Наверное, загрелся. И он начинает высыпать. Человек вверх куда-то смотрит. Молится, что ли?
Устал. Походу у нас только часов может один. Бывает. Да, блин, опять я сыплю мимо куда-то. Думаю, там резиновый. Ой, стучат. Стучат, стучат, стучат. Что ты опять встал? Все, походу. Тёма, наверное, пришел. Они с радио там, что-то он сидит. Непонятно. Что-то улучшает.
Кто-то что-то там чат передвинул. Скоро придет вас грабить. А, грабить придешь? А, приходи, приходи. Мы нейтральные, если в случае чего. Так что смотри аккуратнее. Солнце. Нигер, приходи. Грабить нас. Будем воевать. Но лучше не надо. Война это нехорошо. Лучше дружить. Мне кажется. А лучше жить дружно. Алексей, не знаю, вот он пускай ответит. Кто он такой? Ты у него спроси. Спроси, кто он такой, Нигер, а ты кто? Вот. Как тебя звать, с чем тебя едят? Вот мне самому интересно, кто такой Нигер? Вот, что он так раз спроста и слово сказал нехорошее. Вот, то есть грабить придем. А кто такой, его никто не знает. Это провокатор. Не обращайте внимания. Вот. Если он прячется, у него, видишь, даже ник длинный. Вот. Потом у него сделано как бы вот аватарки нету. Значит, это какой-то твин или что-то такое. То есть нехороший может быть человек. Вот. Это, конечно, мое мнение. Вот. Я так подозреваю. Или провокатор пришел на канал. Вот, что, мол, я сейчас тявкну в чате, да? А они там испугаются, ё-моё, и все такое. Ну, грабить придет нас. Ну, пусть приходит. Киркой я ему дам. По шапке. Нас грабить-то нечего. Гранит один. Иди грабь. Че, он не стоит. Ты эту кучу никак не ограбишь. Ты ее не увезешь, ё-моё. Ну, как ее можно ограбить? Все, больше нету гранита, все перекрафтили. А, не, во, есть. Еще. Провокатор. Ну вот, походу, из Африки, небось. Вот я что и говорю. То есть
Алексей, да такие провокации, это знаешь, у меня в Археич был тоже человек, писал, ой, я сейчас приду, тебя ограблю туда-сюда. Я говорю, иди грабь, что ты мне сделаешь? Я ПВЕ. Вот. И вот он приходил, стоял над душой, ё-моё. И все, а больше и ничего не мог сделать. Но такое было. Как бы внимания на них не обращай, и все. Он даже не представился, кто он такой в игре. Грабить придет. А может мы его придем грабить. Все, нету гранита. Что там пишут, ребята? Все, гранита нету. Все устали, наверное. Камень-то не надо. Камень-то мне зачем? Камень не нужен. Камень роется. Так, а какой гранит? 73-й. 72-й. Блин, это улучшалки где-то надо брать. Надо идти к ребятам туда. Влад. Улучшалки надо брать где-то, да? Смотрю, народ немножко, видимо, подустал, наверное. Уже не так подносят много гранита. Собирать. А где улучшалки-то брать? Привозили? Нет? А вон улучшалки. Смотри, вот деревянный частокол и слева от него. Мешочек вот этот, да? Ну, либо мешочки. Да тут 19 штучек всего. У меня нет. У меня тут тарелка. Ну вон, забирай в этом. В шахте. Заходишь в шахту, и он слева от шахты. На 19 вроде бы хватит. Мне 200 сейчас сделаю. Вот еще в шахте 748. Ага. Ну сейчас найдем. Вот слева шахты. Надо просто сюда маленькую тележку подогнать и в нее вот эту вот штуку. Зачем подгонять? Она прям рядом. Берешь шахту и ходишь здесь. Понял. 2 метра пройти. Зачем? Там у нас человек какой-то написал. Скоро придем вас грабить. Ну пускай попробуй. Я тоже так думаю. И главное спрятался в чате, все, исчез. Вот, у него там вон Алексей Авилов спрашивает, а кто ты такой?
И он пропал, все. Великие строители. Великие паникеры, ё-моё. Специально ходят по разным стримам и провоцируют стримеров. Мол, может быть, он испугается и это. Ой, караул, начнет кричать. Меня сейчас грабить придут, да? Пускай оборону пройдут сначала. Есть поговорка такая: на словах я Лев Толстой, а на деле Х простой, да? Ну, наверное, так. Не знаю. Ну, он молчит в чате, ничего не пишет. Нигер. Исчез уже, да? Исчез уже. Так, сейчас надо вытащить отсюда. Видишь, я отошел и все. Подожди. Я туда не могу засунуть, блин. Потому что Карман. у тебя перегруз. Да. Кириллу. Вот. У меня тут одна маленькая. Маленькая стопочка. Она это. Уровень не тот. Не для этой. Каменоломни. Молчит человек. Даже кошка прибежала узнать, что тут происходит. Да, Мил? Ты чё прибежал? Ой, 57-я. Откуда 57-я тут у вас? Откуда 57-я? А? Девяносто. 78-я. О, 99. Блин, надо перекурить. Покури. Я тоже покурю. Ладно, нам еще дофига осталось. А сколько уже? Да фиг его знает, фигашим да фигашим. Ну, чем больше, тем лучше в любом случае. Не, ну если задолбались, давайте тогда перекур, я ж не против. Не, я сейчас перекурю да верну. Так, ладно, если что, то я вам с радио побежал в помощь новичка.
Объединять их нельзя, блин. Вот теперь раскидывай. Пятьдесят седьмую, куда ее? Вот сюда скину пока. Не кусить. Много. 70-я, 75-я, 93-я. Пипец.
разные все. Слабо хоть одинаково. Все смылись. Все смылись. Ее надо было вчера мне дать задание, чтобы перебрать. Вот. И нормально, наверное, было бы. Чтобы сделать минимум, чтобы в куче не меньше 85 лежало. Вот. Из 3000 руды сколько выйдет у нас? 3000 разделить на 20. 150. Вот мне надо брать и сюда подвозить ему телегу. Сразу уже улучшенно и перекидывать по очереди. Чтобы было. И здесь их перебирать. Все, правильно. И 72-я. 72-я я и там привезу. И потом в этой перебирать. Вон 70-я, эти 75-я, а у меня 72-я. Надо в телеге перебирать. Они по 30 штучек. Эти затрат нажимать. Телегу взял, поехал, съездил, набрал. Че все убежали-то, а?
вас вообще, я так понял, бесконечно, да? Ну, на большом складе не чекай даже, я смотрел только что. Влад, что все убежали? Да не убежали, сейчас хотим склады освободить, потому что забились гранитами. Сейчас Может пойдем быть, строить. я поеду, я возьму одну телегу, пойду нагружу одинаково, чтобы было. А тут что-то А вы устаем. улучшайте пока, ну что, улучшайте, закидывайте в телегу, улучшайте, закидывайте. Да, телегу лучше я оттуда. Я вот возьму, сколько вот надо мне, на 3000 штук, да? Туда поеду за рудой. Я сразу там накопаю и улучшу. И привезу целую руду. Зачем ехать, здесь нам надо вот эту вот сейчас копать. Потом уже. Здесь вон кто-то копается, пускай. Я здесь, у меня не получается, она у меня разная достается по 30 штучек, а то и по 20. Так на складе есть, вон, на этом 700 с чем-то. Из Веспу, ой, это, как, господи. Богомола этого? Барамстар, Богомола. Чтобы улучшать сразу 200 штучек, раз нормально. Вы Галита найдите, пожалуйста. Галита у нас нет на У нас острове. нет, только торговать. Влад, ты же помнишь, говорил то, что где Да. в перешейк переезжаем, где Мгм. там галит есть. Есть, да, есть один. Может как-нибудь съездим, посмотрим его. А Бармасаком улучшим, все нормально. Можно. Есть Только- место. Только покажи нам, вот, не прям сейчас, Давай. допустим, давай завтра. Так вот, ты нам покажешь, мы сгоняем, посмотрим, где он находится, узнать будем в лицо, где он есть. Добро. И потихо привозить. Мы можем с Андрюхой рвануть, блядь. А вы помните, ребят, что там харассменты? Забыли? Ты рванешь вечером, а я рваню, допустим... Ну смотрите аккуратно, там лучше выдвигаться только на конях, и там просто клан Там харассмент. харассменты, да. Я же вам говорил только что об этом. Владик, ты убрал, чтобы наши гости видели разведку? Вот здесь перешеек. Но, возможно, я буду ездить там утром на работе, они будут все спать. Они похрен, блядь. Днем их Я могу нет. через их план приехать, блядь, похрен. Меньше флота, больше дела. Песок. Как? Привет, Георгий. Привет. Привет. Так, сейчас я посчитаю, я все-таки возьму одну телегу, я надеюсь, что 20 минут. Пойду и там сразу улучшаю себе, целую телегу привезу определенного качества. Так, сейчас посчитаем. Посчитаем. Судный час кончился. А он через 30 минут, судный час. Так, если 3000 разделить на 90, на 100, да? Умножаем на 20. Это мне 300 надо. 300 штук полную телегу. Сейчас там возьмем богомола. И вот тут вот. Че, разделить нельзя? А, 300 я не возьму. Возьму, наверное, сотку.
Сейчас телегу возьму. Телегу погружу 300 штук. Пойду туда. Привезу. Мне так удобнее. Целую телегу. Это считай. И его позвать, чтобы он это только... Ай, тут уже полый. Ёп. Хотел взять. А тут полый. А вот это пустая. Вот это пустая. Так, блин, раф. Как она открывается? Вот, управление. Карма. Ай, чуть не прищемили. Вот, поедем, сейчас там набьем. А то, блин, это ты кучу как ты не поймешь, что 57-й достаешь, что и это. Мне не нравится. Неудобно. Там шахты сейчас привезу им. 3000. Пусть их обтесывает. Заодно... Ой, я не туда, стой.
Заодно поучиться, как на этой телеге ездить. А то одно и то же там. Тоже не надо. Стой, 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 там дороги нет. Стой, назад. Этих штучек взял и нормально. Вот туда. Раз. Че они 600? Это мало. 600. Все уйдет. Я уже вот посчитал на калькуляторе. Да? У меня 300 на полную телегу уходит. И 600 это, считай, 2 телеги, это что, 300 обтесать, что ли? Что-то непонятно. Смотри, какую гору уже здесь накидал. Сейчас еще. Смотри, не по дороге, он уже медленнее ходит. Видите? Стой! Стой! Давай-ка слезь с лошади. Вот. Вот сейчас по 200 штучек сделаем хорошего. Вот, сейчас это проверим стенку. Так. 58-й, да, не пойдет. Здесь я 65-й, не пойдет. Чем выше, тем лучше. 70-й, да? Ну, уже что-то. Вот это вроде бы у нас 68-й, да? Это 70-е. 69-й. А где же была-то это? 73-й. Все выкопали, что ли? 67-й. А ну-ка, вот это какая. 68-я. 68-я, а у него там что он выкупал? Все глянем. 70-е. 69-е.
60. Все, тогда вот эту надо вперед, наверное. Вам нужно отдышаться ее. Все, вы не можете взять. Покушать я не взял. Пошел я. Семидесятые роется. Семидесятые вот здесь. Это... Ой, я укреплять уже могу. 69. Нет, пойдем 70. А улучшать телеги можно? Не, нельзя. А если богомол себе кинуть? О, можно. Блин, он не поднимает. Так, ладно. Сейчас 200 сделаем. Блин. 200. И эту. Да, блин. Что ж я такое мое? Нет, так вот лучше будет. И улучшать ее. Раз. Да, Виталь? Ну, а ты что, все сечешь, кто заходит, кто приходит. Выключи это, включи наушники. Отключил, динамик отключал. Вот. Как понять, заходит, выходит? Ну, сечешь, что Дискорд к тебе присоединяется. А как же? У меня открыто, короче, на втором экране одно окно это ABS, одно окно открыто Discord, третье окно открыто браузер Яндекс. Вот.
То есть вот второй монитор, он у меня 3 окна на нем открыто. То есть я все вижу. Потому что надо следить за АБСом, чтобы пропуск кадров не было. Вот, если начинаются пропуски, значит, что-то будет со стримом не то. Вот. То есть вот А такая... ты в компа играешь, нет? Или телек там? С компьютера. У меня 2 монитора, компьютер. А так в описании Два все монитора. есть. То есть стрим, что у меня и Ну я какая. одно видео видел, я не видел твоих 2 А вот монитора. ты я одно видел. внизу надо было почитать, ё-моё, мой компьютер, вот процессор какой, чего, вот, там все описано, гарнитура какая у меня, звуковая вот карта, мониторы какие я добавил, то есть все там, сейчас я тебе скину в личку. Там все описано, то есть, чтобы эти лишние вопросы не задавали, то есть... Ну понятно, тянет компьютер, не тянет, понятно. Нет, они спрашивают, которые зрители, да, то есть они спрашивают, и часто, и чтобы вот эти вот вопросы минус не было, да, в чате, я вот вывел информацию, и вся у меня, как говорится... Ну ты сейчас на стриме, я ж так понял, да? Да, ну видишь, это я телевизорчик увидел, как бы, да, поэтому... Я вон тебе Нашел. в личку скинул. Да, я понял, а с работы ж показывает. Я услышал, что есть, да. Вот. А что делаешь, чем занимаешься-то? Вот я взял по-другому. Они там из кучи выгребают, да, а я взял, короче, это... 300 вот этого Барамсака? Да, и поехал на эту, как ее? На шахту. Да. Она не улучшает у меня, зараза, надо в кармане, видишь, какая гадина, не хочет. Она только в телеге, да, улучшает? Не, я хотел, думал, может быть, вот это вот, как ее, Багарсаму, я ее положу. Да, положу ее себе, как говорится, в карман, там по 100 штучек, да? Вот. И в телеге буду улучшать. Сразу накидаю там 1000, 5 стопок по 200 сделаю, да? Нифига, она не улучшает ее. А где улучшать надо? Именно только в кармане. Ага, то есть в карман сбрасываешь ты, так понял. Да, вот только в кармане. И все. Но она, вот я не знаю, что-то она не улучшает. Вот улучшение пошло теперь. Вот. Ну я так посчитал. Ты там Ну, давай. Посчитал, сколько мне надо чтобы телегу полную. Я им сразу привезу все в 85-ю. Вот, и все. Так удобнее, а то там копаешь, достаешь 57-ю, 63-ю, 60... По 30 штучек. И что, по 30 штучек, мне кажется, вот этой штуки затратно будет улучшать-то. Ну, понимаешь, что пока ресурсы-то Барамсака накопились большие, да как бы, а дальше, если так будет продолжаться, его быстро используете. Там уже осталось в этой штуке 400, что ли? Нет, 300, наверное. Но он вот видишь. 100 штучек через какое-то время вроде бы достает оттуда, откуда там. Наверное, в час или в сутки, наверное, игровые. Нет, там, скорее всего, за игровые сутки накапливается какая-то. Ну, там один почему-то раб остался. А в Барамсаке один раб остался? Да. Надо сказать, должно 4 быть, по-моему. Потому что если один, то будет в 4 раза слабее накапливаться. Я сообщу потом, или сам скажешь, кто переведет. Нет, вы сами говорите, я увидел, я сказал. Ну, короче, все рабы выдохли, они же периодически умирают. А где их брать? А у нас в здании же есть лагерь рабов. Вот это наверху, как из центрального входа выезжаешь через деревянные ворота и поворачиваешь, что правее. Там, где огородики такие, морковка.
И чё? И за что их Вот, дают? просто здание такое, ну, там заходишь и там берешь, они типа появляются там. Вот. И их потом рассаживаешь по другим, короче, этим карьер там и так далее, там живодерни, короче, везде по 4 человека максимум. Понял? Короче, здание, которое регенерирует этих рабов. Вот. Нет, а они из там того делают. здания в день сколько-то определенно, наверное, рабов можно достать? Ну, ну, я не знаю сколько, конечно. Ну, Я думаю, да, конечно. Они же там не бесконечны, их мало выходит. Да. А на юшке я пробовал этих рабов поставить, почему-то не получалось у меня. Так подожди, это же новое здание, оно же появилось не сильно давно. Его ж когда-то не было. Вот Оно на это юшке, новое, на юшке не новое. разрешает, вам Бог не разрешает этого делать. А в чем дело, почему, не знаю. Ну, это ж типа дополнение новое, игра бесплатная вышла, плюс вот эти вот феоды, блин, расфеоды. Раньше ж как клайм, в меч влаживаешь, уровень поднимаешь, клайм тебе вокруг большая сфера увеличивается на столько-то клеток. 4-й уровень еще увеличивается там. А сейчас же не такая система, сейчас же система другая. Сейчас клайм можно еще больше сделать, но надо строить дополнительные здания, вот это вот как аванпосты. Это же вокруг аванпоста зона определенная, но ровная зона. Они потом они уровень аванпоста растут, они больше ресурсов добывают, когда уровень. Вот. А потом между аванпостами такие, если нажимаешь F4, такие линии там беленькие есть. Их же ж можно соединить, типа присоединить к основному клайму. Вот, там надо ресурсы забросить, не знаю, центральное или куда там. Их соединяется, короче, все на все время они уже. А так вот эту вот линию, это нейтральная территория все равно. Там можно и что-то поставить, там. Вот, это не идеальная территория твоя. То есть махонькая эта линия есть между ним прорыв. А вампост это типа этот индивидуальный клайм, так сказать. Да и все. Только без меча, а здание само. Уже задумки, короче, вчера второго создал и еще, думаю, 102 надо. Короче, 700... Еще 2? А куда тебе столько? А я хочу сделать строителя одного, да, а другого еще, швея, чтобы была своя. Ну, швея, а даже швею свою хочу сделать, потом строителя хочу сделать, и хочу еще одного сделать этого, как его, чтобы, я же горняк есть, чтобы переплавлял мне, если металл добывать, да, горняком. ну это надо тебе кузнеца идти, выплавку. То есть тогда 3 еще плюс. Ну так ты смотри, не гонись, потому с Владом пообщался, то есть так логически на один акт лучше одну какую-то строку выбирать, то есть и... Ну конечно. Вот. Я посчитал этих строк 7. То есть вот 7 мне и надо сделать, но только надо денег, конечно. Ну 7 это за 2 есть, 2 есть, да, и еще 5. Это если... По деньгам я там посмотрел на 5 штук, что-то тянет около 2 штук, что ли. Ну, вот. Ну, ты понимаешь, Виталий, я люблю, если игру я начинаю играть, да, я люблю, но если есть профессия, значит, у меня должна каждая быть профессия. Вот. То есть, если есть возможность их качать, а почему бы и нет? Поиграл на одном час-два, побил ему опыту, у него там полное. Он качается, не онлайн даже. То есть я вышел с него сюда, зашел на другому опыту качаю. То есть реально, вот сейчас в данный момент за день, если день играть 8 часов, то 4 персонажа можно качать смело. Главное, чтобы... Ну, я тебе сразу скажу, это тяжело. У меня 5 персонажей, я не успевал. У меня онлайн был такой, как у тебя, часов по 8, по 9. Я не успевал, даже побольше, по 12 часов.
Ими у тяжело меня- всеми У играть. меня в Архейже было 8 персонажей. То есть ты Ну, ты, представляешь, блин, что такое? Капец. Ну, Вот. представляю, я То играл есть, в Арчей. у четырех была Приэм и Сеоль. То есть, представь себе. А вот другие 4, они просто, я им примаки оплачивал, и то месяц оплачу, месяц не оплачиваю. То есть, чтобы недвижку оплатить им, и все. Вот. И вот этот, что прям я оплачивал, я им, естественно, профессию прокачивал. То есть каждый день у меня лишние 10 тысяч УР, и я их должен им куда-то потратить, ну, чтобы они что-то прокачали мне. Ну, естественно, чтобы выгодно для меня было, чтобы вернуть, во-первых, мои жетончики, которые я на них потратил, там 2 жетончика, ну и также поиметь с них десяток жетончиков надо. То есть такое. То есть и как бы за даром ничего у меня вроде не пропадало, я успевал за 9-10 часов игровых, то есть я успевал им все это сделать, то есть истратить УЕР у меня. Банки, это там, они не сразу тратились, было время, то есть неделю могу копить, там их никуда не тратить. Но... Так что и здесь я так рассчитываю, еще 3 надо. Да, надо. Если человек очень долго играет, месяцы, не 2, побольше, тогда да, тогда они будут накачанные. Но если, Ну да. конечно, поначалу это тяжело. Вот я долго играл, у меня и то не прокачанные есть персонажи, блин, полностью. Что до 100% есть много таких, что 90, да, там, а вот сотни мало у кого есть. Вот. Главное, чтобы это, как ее, было бы желание. Игра нравится, игра хорошая, то есть настал судный час. Настал судный час. Ну, тут 4 я часа, заметил 4 часа по Москве и в 9 часов по Москве. И 9, да, до 10 час, Да. там час. Ну, завтра будет больше, завтра пятница, завтра будет с 8 и до 10, по-моему. Завтра 2 часа будет судный час. Вечером. Вот, завтра и, по-моему, и в субботу, выходные. А кто это там клепает? Ты? Чё? Бьешь стену ты? Да, я в шахте. Ну я же это... Хочу сейчас на телегу накидать, а потом стоять и улучшать их. И качество какое там сейчас гранит? Блин, 70, 67, вот так вот. 67 еще хуже стал. Я вчера, короче, когда копал, да, 70 68 и вот такое. Слышишь, ты послушал мой совет? Или ты мне не давал говорить, так и ты долбишь Какой совет? 68? Там же, когда в конце в шахту входишь, где ты копал, там вниз, короче, по ступеням я ход стал вниз копать. Видел? Да, видел там. Вот надо туда ниже опускаться, еще 2 кубика вниз. Спустись на тоннель вниз. И ты будешь под нижним ярусом. И посмотришь, блин, по сторонам. Может там лучшее качество. Потому что 100% там лучшее качество гранита есть где-то. Либо оно выше, либо оно ниже. Меньше вероятность, что оно где-то в стороне. Хотя может и в стороне быть. Вот. Ну, это надо по бокам. Я да. заморачиваюсь. Сейчас просто нужно это, гранит М85. Они пока что здесь, и им надо подвозить. То есть Ну, сейчас так ты все заморачиваться... равно одинаковое качество долбешь. Так долби вниз, и зато пользу сделаешь, пробьешь вниз коридор, увидишь качество там. И качество такое же там гранита. Потом. Да, до 70, по-моему, лишь 68 там гранит. Я говорю потом. Потом. Я уж набил телегу. Поздно ты мне. Ну, так это да, объяснить наш этот. Ну, видно, ты не истинный пока горняк, ты еще пока не шаришь.
Вот. Всех этих премудростей, системы, блин. Как это залегает с жалюзи, ну, куда надо идти, короче, что как, ну, в какую сторону лучше. Шаг в сторону, шаг. Вот, это надо, так сказать, не одну шахту выкопать, чтобы понять, как оно и работает это Ну, все. конечно. Но я уже Ну. стенки могу укреплять. Вот. Потому что если есть галимое качество, то по-любому будет и хорошее качество. Его просто надо найти, все. Если ты в месторождение зашел, то по-любому там будет и стопроцентное качество. Просто был бы человек здесь, например, стоял на этой горной, да, один. Ага. Тогда такое не произошло бы, что там что-то обрушилось. Он просто поглядывал бы, когда ему надо что-то улучшить. Ну, видишь, у нас же ремонты такие не каждый день. То есть затишье было, сейчас опять активизировались вот через дня 4-5. У нас так это волнами, да, понимаешь? Сейчас туда-сюда поработаем, дня 2, 3, 4, 5, все опять заглохнет почти. Будем потихонечку, а потом опять. Да нет, 2-3 дня там нет, там неделю, наверное, полторы уж. Но, наверное, может, неделю, теперь сколько? стройка каждый день будет, мне кажется. Ну сейчас да, потому что народ как бы соглашается. Еще Через один неделю сегодня всем надоест. пришел. Через Еще неделю надоест всем. Сегодня еще один пришел. Завтра, может, еще придет парочку, кто ее знает. Подожди, что-то ты прерываешься, это у меня что ли? Нет, это я прорываюсь. Наверное, скорее всего. Говоришь, слова глотаешь, блин, буквально. Ты Да говоришь, это еще кто-то зайдет сегодня, да, с новых? Может быть. Я не загадываю, но надеяться будем. А, ты так наперед просто говоришь. Ну да, нам же надо американцев задавить ее. И все, нам Ну, брать. конечно, надо. Мы же их не воровали ничего, только они у нас. Ну. Надо, нам много чего надо, да. Глядишь, может, народ появится, блин. Ну вот этот пришел же после стрима, правильно? Как его, Саня? Да, Алекс, после который... первого Алекс. стрима. После первого Ну, стрима. который, ну, вчера первый стрим был. Тезка мой. Ну, Да. ну, нормальный парень вроде пока есть. Да, Ну, там уже время, там конечно, все, и с кузней разобрался. О. Но он играл до этого, как Он и я. уже там, Он уже давайте знает. заказы, кузнецу, что надо делать. Ну, это нормально. Он уже опытный немножко. Если поиграет, дня 4 освоится быстрее. И достаточно будет. Ну, так вот. Он как и ты, ПВЕ больше. Бойцов немного приходит, которые любители Ты подраться. понимаешь, да, вот это вот воевать, да, я согласен. То есть по бойцам. Не, ну надо, чтобы все были и те, и те. Ну, желательно, чтобы народ был бы и такой, и такой. Потому что всякая ситуация. Война в основном же игра ПВЕшная, процентов на 90. Но 10% и война есть. Вот. Но и война в любом случае есть. Ну я воевал, вон, Володу Ховайн там хорошо повоевали. Там просто воевать нужда заставила. Если что-то ты хочешь хорошее, вкусненькое, надо ходить, очки зарабатывать. То есть надо ходить обязательно на ПВП, понимаешь? И из-за этого получалось, что ходили все воевать. Да не, война вообще интересно, поверь. Мне интересно, лучше дружно жить. Повоевать можно, интересно, вон. интересно. Хочешь воевать, вон арена есть, иди воюй. Так на арене это разминка. Я на арене каждый день, каждую ночь ходили мы на арену, вот немножко раньше, неделю назад и 2. Мы каждый день, мы не ходили, потом как стали ходить, так
по 2, по 3 часа на той арене торчим до часу ночи. Ну, вот пойми, то, что ты воюешь, да, например, вот нравится человеку воевать, да, мое мнение все равно при мне окажется то, что лучше мирно дружить, то есть друг с другом не воевать. Вот. Ну, Почему а так я это разнообразнее. веду? Почему это я веду? Почему? Потому что война до добра никогда не доводила. Вот сколько посмотреть, Ну, да? это понятно, это в Вот. реальной Она... жизни. А воевать, ну, договорились, пожалуйста, давай повоюем, ребят, там. Вот есть час судный, пожалуйста, пойдем там, отойдем в сторонку, повоюем туда-сюда. Вот. Почему бы и нет? И то, если люди не заняты. А если у них дел много, смысл нападать? Вот я в Архидже играл, знали, что дядь Саша фермер. На него нападать без толку. Вот. То есть и люди старались ко мне, как бы адекватные люди, и даже не трогали, и не подходили. Хоть я в ПВП или где-то увидели меня, да, я, естественно, ПВП без стрима, вот. Но никто не трогал, то есть такое. Или предупреждали то, что ты вот сейчас проехал, в следующий раз больше не езди. Мы тебя... Все понял. Значит, я туда уже не лезу или выбираю то время, когда их нету. Ну. Я просто когда начинал играть, так там были такие маленькие огородики под чучелом, да? Чучело это личное, меньшее, большее. Пугало, И огородики. пугало, Ну, пугало. да. Там я оно, помню. короче, начинается 8-8, Клеток, да. 16-16, потом идет уже 24 на 24. Ну, у Не, меня... у нас только 2 было. 8-8, 16-16. Это слабые, это слабые. Какое у меня 4 резиденции было месячное. Это дополнение вышло. Я играл еще, когда первый год вышло. Вот. Я с истоков играл. Я играл с истоков, когда Да только я и появилось. тоже с истоков играл, потом бросил. Вот. Да. У меня и еще бросили. канала не было. Вот. Потом смотрю, обновлений много всего. Хочется, интересно, наверное. Пошел. Ребята говорят, дядя Саш, давай Археич постримим. Ну давайте. О, поучи нас, как фермерствовать. Там, ты же ферму любишь, ну давайте. Задал себе как бы задачу, то есть сделать свою ферму. Вот. Ну, я ее сделал. Я там в ДТС вообще занял такую площадку, это считай, там у меня две резиденции стояло, 12 домов, вот эти 24 на 24, да? То есть ты представляешь такое, какое место я занял там? Вот. Во-первых, еще торговый склад стоял, вот. То есть еще 24 на 24 вроде бы. Но растения там медленно росли, как и здесь. Ну, быстрее немножко. Нет, на грядке все быстро росло. Мне всего хватало, я даже не заморачивался. Вот. С этим мне было... Да, было... Вот навесы долго стояли, они трое суток стоят. Вот это долго, да. Ну, делал, вывозил, ждал Мирку, когда Мирка там... Мирка 1 час, вот ты сидишь. Вот почему у меня 2 машины-то было. Вот, то есть... Так, есть ссылка в это... Слышал, что-то пришло. Кто-то сейчас на стриме есть, смотрит нас. Да. Никто не хочет поиграть в нашей гильдии. А Желания это смысл ты кричишь?
Там, может быть, сидят мои верные подписчики. Нет, я так-то говорю, пожалуйста, то есть пускай приходят. А это просить, вот это вот все, это не покатит. Это уже пройдено, Виталь. Это постепенно, вот в течение недели ты стримишь. Я даже удивился вчера удивился, что люди с первого стрима ММО сразу сюда хотят, к нам. Вот, я еще удивлен был. А что удивлен? Нормальная гильда, средняя. Не слабая, не очень мощная. Среднячок. Вот. Я был этим даже более-менее хорош. удивлен этим. Вот, то есть, вот такое, короче. А это напрашивать. Ну, Архейдж, она тоже игра хорошая, очень хорошая. В нее можно играть. Я не знаю, Но что-то мне сейчас... надоело ей. Ой, блин, подожди. Сейчас в нее неинтересно играть. Они майловца убили. А что там они начудили? Раньше было Короче, пак платная. раньше, Виталь, был пак, он на 7 дней у тебя может на пугале стоять, правильно? Вот. А сейчас сделали, если ты за 15 минут или за 30, там разные районы, то есть минимально там 15 минут есть. Плюс 30% ты получаешь от продажи этого пака. Если ты не доехал, вот, потом цена его будет, ой, там вообще мизерная. Вот. Невыгодно будет продавать. Да. А такие места есть, где плюс 30%, там, ну, можно на тракторе, но оно там притык, приезжаешь, минуту у тебя где-то полторы остается, чтобы эти паки сдать. То есть... Они утяжелили игру, гады. Да. Они убили паковозку, саму как бы основу, где люди зарабатывали. Основа этого это паки возить, да, зарабатывать деньги. Да, где зарабатывать людям денег. То есть люди просто разбежались с этой игры и все. Ну, идиоты, блядь, это Mail.ru. Они сейчас же что же... Это не Mail.ru-то, начал-то это, ведь же на китайском тоже так же, понимаешь? Вот они сейчас новый сервер хотят открыть и сделать как китайский. Точь-точь. Вот. Так туда не пойдут играть, уже игра устарела. Ну, не знаю, пойду. На Хаза-то пошли, вот этот сервер, который создали. Пошли же люди туда, и достаточно много убежало. То есть, может, и туда пойдут, кто ее знает. Ну, не знаю. Может, и пойдут, но уже столько, как раньше, не будет. Нет, столько не будет. Во-первых, люди, которые не донатят, они точно уже в эту игру не пойдут. Вот. Ну да, без доната там нечего делать. А там вообще уже новенькому там вообще делать нечего, поверь мне. Это у меня там прокачанные персы, там звери хорошие, потом трактор есть топовый, потом кабриолет у меня есть, считай, машина, то есть 4 пака. Подводная лодка есть? Подводная лодка. Ой, а я не занимался, не, у меня корабли есть, там шхуна есть, галеон есть, фрегаты я мог купить, да, фрегат я даже мог купить себе, но посчитал, что он в кармане будет валяться, смысла нет. Вот, ну, я мог бы его построить, сделать, то есть такое. У меня даже вот птичку, может, ты видел? Орел, птичку. Орел, такая птичка там была, топовая. Вот ее тоже сделал. Вот. Мантикору тоже сделал. То есть, ну, естественно, это все не на одном маке. Естественно, как бы не могу найти. Нифига себе, удалили, что ли? Вот она, ссылка. Че, кто-то ссылку попросил на что-то? На стрелу.
Вадим 1, 2, 3. Вадик. Ну, какой? это наш парень, это наш. Вот, он хочет посмотреть, то есть на стрим. А, ну да, этот парень с Америки сейчас вообще смотрит нас. Как понять с Америки? Ну, прямо и понять так вот. А, он американец сам, иностранец. Нет, он как раз украинец, но живет там в данный момент. А, Но играет есть... с нами, но играет с нами. А, понял. Понял? Ну вот. Уехал с Украины в Америку. Ну да. Я смотрю дядю Пашу, ё-моё, он тоже уехал с Белоруссии в 85-м году, что ли, вот, и туда, в Америку, и вот он, я вот его смотрю, он видео по грузовику там, Кенворд, типа такие грузовики показывает, вот рассказывает, как они, чего. Ну, меня интересно вот смотреть +1 подписчик. Да я не ради подписчиков сюда пришел, они сами придут, если надо будет. И верные всегда зайдут на любой стрим дядь Саши. Пусть не каждый день, но раз в неделю это точно заходит. Отметятся, поговорят, если захотят, конечно, настроения у них будут. А кто вон поугрожает, негры? Скоро придем вас грабить. Ну, у нас там лучники заготовлены уже. Приходите, грабьте. Ну да. Да и ограбить и не жалко. Лучше попросите, мы так сами дадим. Только не знаем, чего не дадим. Нет, чего дадим? Нет, мы же дадим им, правильно, Виталий? Они же просят. Ну, и все. Главное, что дадим? Вот. Что дадим? Это кто там так пишет? Кто-то. Да это сабантуй какой-то. Это, видимо, от Архейша, те, которые забанены. Они уже новые айки пытаются создать и опять у меня шалить в чате. Ну, они знают, что там не прокатывает или модератор, или я сразу же баню. Вот. У меня есть 5 человек, которые действительно вот этим вот занимаются. То есть они развлекаются так. Ну да, парни моченые, поприкололся. Вот. Или довести дядь Сашу, или что-нибудь такое, ё-моё. То есть, ну, у них уже все, он как бы его довести теперь нереально, он просто банит и все. Даже за пустяки бывает банят. Те в шоке заходят с другого айка. Ну что ты меня забанил? Я говорю, ничего. Не баловаться в чате. Так что вот так вот. А игрушка-то интересная. Оно, понимаешь, то есть потихоньку что-то делаешь, ковыряешься, вот. Пошел, покачался, то есть знаешь, что там у тебя нету. Ну тут 4 ака можно качать смело, то есть если 8 часов играть. Вот. Ну если онлайн большой, то да, можно. А если онлайн 2-3 часа, то нет, нельзя. Да. Смотри, если большой онлайн. Если онлайн часов 8 можно, максимум. Так, я пошел пожрать, надо взять. Пойти сходить пожрать. Я пока что тебя оставлю здесь. Пойду-ка я вон там, я знаю, есть косточки какие-то. Ну я перейду пока к пацанам. Нет, я не в реале, я в игре. Мало ли. Нет, в реале нет. Поешь 1%. Да я знаю, Вадим, я вижу. Она же это, вверху пишет сообщение. Я же это смотрю на это. А что, Вадим стрим смотрит? Да, уже зашел у него. Вадим.
Суч. Ну, Вадик, привет, ответили. Привет, Суч. гильды. Суч. Вадим Суч. Такой ник. Вот сейчас десяточек возьмем. Сколько там? 40 дает, да? Вот десяточек возьмем. Да. Так что все было на стриме. Это... А были... Вот я вроде бы был у меня там... Это... Вот что-то она какая-то... эта игра стала черной. Непонятно. Может перезагрузить? Может, это ночь наступила? Нет, не ночь вроде. Нет. А закат через 5 часов почти что. Так это не ночь-то, даже не вечер. Мне кажется, что-то надо перезагрузить просто и все. Скорее всего. Ну давай. Нет, я сейчас еще доделаю, это отвезу когда, тогда потом там. Бог с ним, это терпимо. Я же все равно здесь кручу. Кручу все равно. Крутить. Крутить, вертеть. Да. Да, Что-то но я у это меня с горняком. Эхо почему-то. В Дискорде эхо. У тебя когда включено? Да, у тебя когда включено, если у тебя включено, у меня начинается эхо. Ну потому что, ну как бы ты же микрофон. Оно же в этот, как я говорю, так и ты говоришь, оно же идет через рядом. Это же мобилка, это же не наушники. Что уши прикрывают динамики, а микрофон просто отдельно. А здесь как бы громкая связь идет. Понял? Понятно. Потому и эхо идет. Ну ладно. Я куху так Тебе еще долго прислоняю. работать? Тебе до каких работ? А ты имеешь в виду, сколько на работе еще быть? Да. Ну, еще полчаса где-то. Это Ну, до я сразу 5, бы- до 5 работаешь, да? Ну, могу и позже, смотря какая работа будет. У меня не нормирован на рабочий день. У меня может работа быть до 5, а может быть и до ночи. А может и ночью быть. Может и утром быть. У меня работа То есть серьезная. графика основного нету за день, да? Нет. У меня же этот, я ж в больнице работаю так. А, там Всё. дежурство у вас, да? Ну, конечно, да. А ты врач. Ну да, можно так сказать. Понятно. Понятно. Я То есть я в время больнице делаю. у тебя дежурство, ну все равно дежурство, какие-то смены есть, они вот... Я лежал, Да. когда у них дежурство там с такого до такого, по 12 часов они там, или по 10, по 8. Да, ну у меня больше, у меня не по 12. Или дневная какая-то есть, там медсестра, вот, они там меняли девочки. Ну да, есть такие-то тоже. Кто на днем, я сутками дежурю, то есть. А, сутки Днём на работе. отдежурил? Ну как по-нормальному, да, сутки и дома, ну. И сейчас по-другому дежурю, там, не буду всех нюансов рассказывать. Но ночью, днем дежурю, вечером домой ухожу, там, на ориентацию, типа как в армии, понял? А в случае чего меня Могут забирают. вызвать, и ты придешь, да? Приеду, меня привезут, да, меня привезут. Машина приезжает, забирает, и я сюда приезжаю. Понятно. Так что... Вот. У меня больше экстренная служба такая вот. Я на экстренных. Понятно.
Ну лучше не болеть, ё-моё. Ну, и я-то и наоборот делаю. Не, ну к нам попали, если уже, то конкретно заболели. Вот. Я же в отрасли операционной работы, реанимации. Так что у меня тут по-серьезному все. В коме, небось, люди лежат, да? Да, всякое, конечно. Хватает. Сам лежал полгода в коме. Мгм. Так что я за этим слежу как бы. Понятно. Ну и еще медсестры. Ну, медсестры, наверное, не дежурят, у них смены, да? Да. Не, следят, все. У них график есть, все. Но они сутки дежурят, они до день и ночь. В 9 часов меняются, в 9 утра уходят. Ну, короче, с 9 утра до 9 утра. Ну, По 12 часов, короче, да? Не, у нас по-другому. У нас в этой больничке по-другому. Так вообще по 12, а так у нас сутки. У нас там Сутки ночные трое смены. дома, да? Да, верно. Сутки трое. Трое, четверо там, как смотря сколько набрано народу. Ну я где был в больнице, они по 12 часов вроде работали, они Ну, да. у них Это искаженный реанимация. график, там идет какой-то, ну, в общем, противный Я знаю, график какой был, график, то есть медсестры это вообще вешалка. Она, короче, всю неделю в основном у ней бывает 2-3 дня выходных. Ну, она смотри, как скорее всего. Она вот сегодня работает на день, вот, допустим, ну, Да, рабочий сутки день, что-то 12 отдыхает, потом в ночь выходит, что-то такое, как-то. Да. Ну, Вот короче, днем она работает, вечером она идет искаженный домой. график, или как он, Да. скользячий, что ли, как-то они его называют. Скользящий. Да, Скользящий, то есть, да. и вот там пипец был ее. Они говорят, вот сделали бы, сутки отработала, и все, 2 там дня пускай и отдыхает. Ну, я знаю, это реанимационное отделение, значит, там было. Ну Это реанимация. Там за счет Нифига. тяжелого труда. Нифига. У нас вот в некоторых больницах так вот. Вот они суток дежурили полсуток, А кто они это потом придумывает домой. вам, как дежурство давать? То есть кто-то выше Ну, над вами стоят, да, они Ну, эти... это придумают, конечно. Или это может ваш главврач, например, придумать? Нет. Есть просто определенные законы и, так сказать, правила. По которым уже, так сказать, приказы, так сказать, вот, по которым все это тут идут, вот положено так. Но у Вот вас там все равно положено в месяц сколько-то, 180 часов отработать. То есть, если больше, то это могут кому-то по шапке дать, да? Но если больше, то этот человек не на ставку, допустим, а на 1,5. Вот как. Угу. Ну, это зависит от человека, он составляет уже, думает, как ему работать, ему предлагают, если есть возможность, ему предлагают. Возьмешь еще, допустим, пару суток в месяц дополнительных, там ты будешь на ставку щедрить. Там ты думаешь, там брать или не брать. Вот. Если ты берешь, то тогда все. Вот. Или отдыхать, или... Ну да, либо те несчастные деньги чуть-чуть подзаработать, либо отдыхать, да. И получишь только одну ставочку и все. Полставки. Процентов 40. От нашего государства ничего нельзя получить. Ну, у нас больше заберут, чем да. Выгоднее пойти еще куда-то устроиться. Если ты, например, работаешь там, у тебя в неделю 2-3 дня, вот у меня отец, он работал с 8 до 5, да, он плотником был, да, вот. И он знал, что он в отпуск, если идет, то он идет уже на левую сторону, то есть халтурить.
Видишь, Вот. он тебе нормальный был отец, он даже отпуск свой не во благо себе использовал, а во благо Нет, семьи. он только халтуру, если он наберет халтуру, он, ну, короче, строитель, вот это был все. Вот. И, то есть, как бы у него выходило, он даже вечерами ходил, там, 2 часа поработать, ну, не хватало денег. Что, Ну, двое нормальный детей мужик был, нас, серьезно. двое детей нас было, считай, то Ну, есть ж говорю, надо... он благо не своими этими, а отдыхом, а семьи не Да, жертвовал. да. Он, то есть, Ну, это там, да, это нормальные люди. Ну, они, конечно, блин, срабатываются быстро. ну вот и Если сработался он, 40 лет и не стало его. всего лишь 40. Ну да, Ну, там было, там видно какие-то серьезные у него вещи. язва была. Понимаю. 12 какая-то это. 12-перстные кишки. Да, вот, язва Знаешь, что была. 12-перстной назвали? А? Чего 12-перстной кишкой назвали? Почему? Ну, 12 перст пальцев, понял, человека. Вот. Вот если человек свои пальцы сложит 12 кучу, будет 12 персты. Понял, да? Вон. По старинке. Персты это ж типа палец. Как бы. Перста. Вот, 12 перст. С каждого человека, вот если он свои руки сложит, вот 12 Нет, перст. он у меня За еще желудком выпить идет. любил, видишь, Виталий, если бы он не пил бы, еще, может быть, он и подольше пожил бы даже. Ну, понял. Ну, это понял. Способствующие факторы, которые позволили разъесть быстрее. Да, он курил сигарет, папиросы, то есть, видишь, он просто, ну, не следил. Махорка. Было, когда вот это по талону вообще там курили, махорку курили, все такое, то есть государство даже убивало людей, считай. И пить, и выпить, то есть, что попадется. Смотри, он нас смотрит и думает, блин, о чем они говорят? Какой-то этот жизни, то, что было. Ничего страшного. Говорите об игре, там, что как. Но они сидят, было 5 человек, сейчас 7. Значит, интересно беседуют 2 мужика. Ну да. Да, один дед, другой врач. Вроде бы так они, наверное, понимают, я так думаю. Вот. Даже лайки растут. Я вот уже вижу, что как бы тема хорошая. Да о чем еще разговаривать? Вот Тема жизненная. Да, тема жизненная, как бы, о чем еще? Если зададут вопрос, я буду, конечно, про игру говорить. Но не задают. Ну, может, они знают все. Наверное. Сейчас, ну, они кирпичи уже эти давно выучили, и гранит. Им надо что-то новое, а пока нового нет, потому что настройка. Новое, это тебе надо за Как бегать. новое? Я тележку вон взял, вот это новое. Вот я уже считай 2300 камни. Здесь улучшил, могу нести, и пусть Влад перекручивает. Сейчас еще пару, 200, 400 еще влезет точно. Да ты долби вниз тоннель, я же говорил. Мне Не интересно, буду, что... я сейчас, у меня там еще остался этого богомола. Не-не-не, ты же все равно добываешь его. Так ты добывай вниз тоннель копай, продолжай мой тоннель. Да там маленькая идет, там 67-я, что ли, там неинтересно. А ты какую копаешь? 68-ю. 69-ю. А там точно в тоннель вниз, где я начал, 68-я? Не, 7-я. Я не Ты смотрел, смотрел. вроде там нормальное было, одинаково. Не знаю. А, вот, соврал. Подловил.
Ай, не надо, не мучай меня. Я здесь, у меня еще богомол этот есть, еще остается вроде бы. Да просто мне вечером придется, блин, ради интереса, блин, нюхнуть, что там ниже делается. Вот нижнего. нюхай. Может, еще я буду. Но я до 9, где-то до 10 не Ну, буду. секунду, отойду. Все. Давай. Я в магазин уже сходил сегодня. Так что еще поиграем. Во, это где-то 150 штук, наверное, должно выйти. Этого тесаного. Сколько я возился? Минут 40. Минут 40. Если все это проработать, то быстрее. Полчаса можно делать телегу гранита 85-го. Где-то, ну, 2900 где-то гранита можно делать. Так, пойдем еще возьмем. $200 штучек больше не надо. 250. Ковырнуть. 200 штучек желаю. Ну, разочек сейчас. Все наберем. Случай на землю высыпем. Блин, жалко, у меня обработка не прокачана. Я бы сейчас уже бы сам бы делал, уже бы обрабатывал. И полную телетку только обработанного теса возил бы. И все. Жалко, не прокачан.
Так, все. Забираем. Сейчас вот это доулучшаем. Реально посмотрим, сколько он улучшает, если 110. О, 3 сразу. О, а лошадь здесь поднимается еще тише.
Закрылись. Да, блин. Никого нету. Никого нету. Полная почти что. Еще один. Лучше идите перекрутите. Один. Там перекрутите, придите, перекрути. А, Влад. Влад. Ау. Перекрути, приди, 2 телеги целые. Это 300, считай, тесаного получится. А, перетесать? Сейчас верну. Да, там 2 телеги здесь есть. Я телегу целую привез, 85-го. Мы ж тут просто отстроили новую построечку. Ну и ничего. Ты просто иди, я как приготовиться тут 2 телеги, так и я сразу тебя позову. Будешь вот так вот бегать. Давай, согласен. Я тебе, как раз тебе буду накидывать, только телегу с собой захватывай я лучше, чтобы в нее перекидывать тесаной. А ну-ка, закрой-ка мостик. А, нет, все, тормози, хватит, нет. Ебать, это что такое? Зачет. Что такое, что? Где? Замковая стена с границами, диагональная. Телегу не взял, да? Ну они ко входу, видишь, диагональную поставили, но туда не пройдешь. И не за Пройдешь, что ли? каким персонажем пришел. Не, смотри, проходит нормально. Боком пролез, да. А, я-то думаю, что я ломать не могу? Судный час же пошел. Еще 9 минут. Судный час? Да. Идти будет. Хлопцы, ну Что у чё? тебя за защит такой здоровый, региональный, что ли? Алло, ребята, задача поставлена. Надо выкопать вот здесь яму по, вот, собственно, красной клетке. Тут все понятно. По какой красной клетке? Коллеги. А там, да, это... Как Если его? очень большую яму ты выкопаешь, ты не откроешь ворота, не подойдешь к нему. Ну, давай, проходи, давай. Будем просить кого-то, чтобы открывал. Влад, Да не, ну это го. Влад, надо 3 рабов сюда принести еще. Кто рабами занимается? Посмотри, с какой дистанции ты сможешь открыть ворота. Ну а как их по-другому? Ну, блядь. Посмотри, с какой дистанции ты сможешь открыть союзать. Аж вот тут, вот тут. Ну, в Вот это максимум, сколько ты можешь откопаться.
Так а смысл тогда здесь откапываться на одну клетку, скажите? Если никого не будет онлайн, никто тебе дверь не откроет. А если все выйдут, кто откроет тебе дверь? Что ты тупишь? Подходишь сюда, вот тут слазишь, подбегаешь, открываешь, блядь, и Спасибо. Все. Спасибо. Информативные и полезные. Пацаны! Да не балуйтесь с воротами, ну что вы как малые дети, блядь. Ну, так хочется прям открыть-закрыть, вау. Заебали, блядь. А куда землю кидать? Ну, в телегу. Да одного этого узкого рва будет уже достаточно. Шумят у них очень сильно. Шумят. Сейчас придет, перекрутит. Сюда еще можно закинуть. Вот из этой телеги ему накидать туда. Потому что у меня там все стопочки по 200. Туда, наверное, не влезет. О, даже здесь не влазит. Тридцатка. Не влезла. О, кирку как раз поменять сходить. Долго он будет ходить-то? Перезагрузиться надо, кирку поменять надо. Сейчас тогда я выйду, потому что что-то у меня кажется, вот, до конца судного часа 5 минут осталось. Сейчас перезагружусь, ребят, сейчас минутки 2 будут черный экран. Просто это, как ее? Эта картинка какая-то не такая. Сейчас выйти надо и зайти. Может, получше будет. Мне кажется, что-то не то. Может, обновление там какое-нибудь. Точно, у меня в стиме аж это... В очереди стоит аж 3 игры в обновлении. Вот, наверное. Но я пока что не буду обновляться. Но Skype обновился что-то. Grand Hell что-то обновилось. Как бы там патчи не вышли. Патчи это всегда хорошо. +1, +1. Подписчики всегда придут к Сане, если им интересен мой канал, идет еще, то они будут заходить, дядь Саша, общаться. А так... Пять часов уже стрим идет. Ну еще часочек и заканчивать будем. Со стримом. Надо покушать будет потом. Сейчас некогда, сейчас интересное много. Шикарный гранит. Ну правильно, шикарный. А сколько этих я истратил? Я взял около 300, да? Осталось у меня 50 вроде. Вот видите, какая... Не сразу все прогружается, видите?
Видите? Видите, другая картинка уже стала. Нет, такая же вроде бы. Где он? Влад? Ты где? Начальника. Че, они сами там не разберутся, что ли? Я же вроде бы настроил, чтобы он открывал. Переключилась заранее. Пойду за киркой схожу. Ты что такое? А почему он переключается? Не понял. Каждую кто-то на телеге туда едет. Закрыл, молодец. А я хотел закрыть. Не, какая-то картинка мне не нравится. Что-то я не так подкрутил, наверное. Было в начале хорошо, сейчас что-то не то. Так, покушать у меня есть. Покушать. Одну штучку можно взять. Кирки, кирки, кирки. Судный час закончился, а кирок нету. Вот, есть вот это вот. Это. А которые чинить, куда они убирают, интересно. Так, что здесь написано? Холодильник какой-то. Хороший холодильник. Шоколад, лов, ноу. Говно. Какахи. Там ничего нету. Еда. Готовая еда. Говно. Склад повара. Фермера. Все понятно. Куда сломанные кирки-то складывать? Вот это мне непонятно. Тут вот ремы есть. Но мне ремонтировать затраты ремов. Смысла нет. Надо Кирку спросить, а куда сломанную, если которую починить надо? Кто чинит? Не, мне что-то картинка не нравится. Какая-то не такая.
телегу он не привез, походу. Ну ладно.
Так, потом сложим.
чинит кирку, наверное. Кирка такого напора не выдержит. Загоняли ее. Опять. Остановился. Тут чуть-чуть осталось. Тут чуть-чуть осталось. Буквально дядь Саша на 2 кармана. Что они там пишут? Все данные менять не обязательно. Просто одну построим еще максимального качества, чтобы именно в ней добавлять сотые вещи. Ждем. Там остался. Все, вот сейчас еще один карман. 77 миллионов. Последний 77. И все.
Вроде бы больше нет. Теперь их сейчас сложу сюда все. Мне вроде бы все. Здесь разные. Притом у меня в телеге, наверное, все 90-е. Вот, все. Сейчас посмотрим, сейчас подсвечено сделаем. Все желтые. Значит 90. Не, вон 93 есть. А что такое по качеству? Ой, а откуда 83-й, почему взялись? Странно. Шестые, что это нормально. А 83-й откуда? 90-е. Ну я так не играю. Как они так быстро складывают их? Не хватает терпилки. Вот из 85-й получается 91. Не, вон 93-й, 92-й будут. 2-й, 92-й. Значит, надо смотреть. Я думал, 91 остался. Блин, ну так сидеть по одной штучке, это пипец. Почему они? Может, здесь как-то можно? По количеству, по типу предмета, алфавит, между предметами. Блин, да, тут нету такой автоматики-то. О, 92-й пошли.
93, у меня даже рука устала, ё-моё. Привет. Теперь здесь складывать. Ую. Здесь они, мне кажется... Ну как 89-й? С какого бока? Это у нее так, наверное, получилось. Слышь, уже одну пропустил ее, все понизилось. Нафиг. Каждую надо смотреть ее. Какое-то маленькое качество затесалось. С какого боку-то? Все 91-е. А почему он понижает?
как они складывают их быстро, не знаю. Ну, 92-й пошел. Вот этот диспетчер, блин, гад ползучий. Взял меня, разорвал, а? Вот за диспетчер, а? Выкинул из игры ее. Сволочь. Ох, он диспетчер этот, а? Упал, у всех серваки упали, так что. У всех, да? Да, написали в официальных новостях. Ну, ё-моё. Да я складывал, сидел, это же попросил, говорит, складывайте. Вот я сижу, складываю. Как все складывают их, я не знаю. Ну, тогда надо стрим останавливать, что уж. Да, все серваки полетели, сказали, я так понял, сейчас. Через час будут. А, вот, тем более. Ну, тогда я заканчиваю. Блин, час времени, считай, потеряем. Фу, блин. Ну, как есть. А ничего, нормально. Мы сегодня, ну, работа хорошая. Нормально отстроили. Мы сегодня, считай, башню. Ну, мы вчера башню заложили и, в принципе, сегодня ее доставили. И сегодня сделали основу